Иногда самое невероятное жилище не строят ради красоты. Его роют под полем, чтобы переждать солдат. Прячут под ледником, потому что сверху нет защиты от ветра. Или держат на острове, где еду добывают на веревке над морем. В таких местах человек не просто живет, он каждый день договаривается с камнем, льдом и расстоянием. На северо-французском поле можно стоять прямо над целой деревней и ничего не увидеть. Только пашня, трава, низкое небо Пикардии, а под ногами у Наура идут белые меловые коридоры, камеры для семей, ниши для вещей и места, куда заводили скот. Это не пещера для любопытных. Изначально сюда уходили не смотреть подземелья, а переждать людей с оружием. Самая странная деталь здесь не глубина, странно другое. Крестьянская семья могла исчезнуть вместе с коровой, мешком зерна и детьми так, будто дом наверху опустел сам собой. Дверь в это спасение прятали там, где чужой человек не станет искать. В погребе, возле сарая, под зарослями, иногда прямо внутри привычного хозяйства. Снаружи оставалась деревня с закрытыми ставнями. Внизу начиналась ее тихая копия без окон. Просто удержите эту картину. Над вами поле, где могут пройти всадники, а рядом в темном ходе кто-то шепотом успокаивает ребенка и держит за веревку испуганную корову. Чтобы понять Наур, надо забыть слово «город» в привычном смысле. Это была не жизнь для красоты и не смелая архитектурная прихоть. Местные назвали такие убежища «мюшами», «тайниками». Некрасивое имя, а инструкция. Мел под Пикардией мягкий, его можно резать ручным инструментом, но в сухом виде он держит свод. Поэтому крестьяне веками учились делать из земли запасной дом. Ход не обязан быть высоким. Наоборот, низкий проход заставляет пригнуться, замедляет чужого и экономит работу. Камеры расходились по сторонам, и у каждой семьи могло быть свое место, примерно как лавка в церкви или участок на общем поле. Здесь складывали зерно, бочки, простые вещи, которые жалко терять. Скот заводили не из жалости к животным, хотя и она была. Корова означала молоко, тягло и шанс посеять новый урожай. Потеряй ее, и ты пережил набег только наполовину. Но под землей любая мелочь становится задачей. Запах, дыхание, копоть, звук. Лампы чадили, потолок темнел, воздух уходил через шахты, а эти шахты нельзя было выдать как указатель для грабителей. И вот здесь подземная деревня перестает быть красивой редкостью, она становится инструкцией на случай беды. Север Франции долго жил рядом с границами, армиями и дорогами, по которым двигались не только купцы. Для солдата чужая деревня часто была складом без замка – зерно, овцы, вино, теплый хлев. Для хозяина это была вся зима, весь будущий год. Когда по окрестностям шла тревога, люди не спорили о героизме. Они брали детей, самое нужное, гнали животных вниз и закрывали вход так, чтобы сверху осталась пустота. У лестницы скрипело дерево. Корова упиралась, потому что снизу тянуло холодом. Кто-то тушил последний огонек у входа. Внутри начиналась другая дисциплина. Не кричать, не жечь лишнего огня, не выпускать скот в ход, не оставлять следов у входа. Если наверху слышались шаги или ломали дверь, человек под землей понимал простую вещь. Его спасает не толстая стена, а незаметность. Поэтому такие убежища работали только там, где вся деревня знала правила. Один испуганный голос, один дымный выход, одна забытая дверца могли перечеркнуть труд многих лет. Наур сегодня легко принять за достопримечательность с загадочным названием, но его поздняя известность началась совсем не с легенды о чудесном городе. В конце 19 века местный священник и краевед Эрнест Даникур заново привлек внимание к этим ходам, расчищал их и показывал как часть памяти деревни. Потом случился странный поворот. Во время Первой мировой сюда спускались солдаты союзных войск, и на меловых стенах остались их имена, даты, полки, иногда родные места. Получилось несколько слоев страха. Сначала крестьяне прятались от войн раннего нового времени. Потом люди другой войны ходили по тем же коридорам уже как посетители и оставляли царапины на мягком камне. Числа в рассказах о Науре бывают разными. Говорят о сотнях камер и о возможности укрыть тысячи людей. Важнее не рекорд. Важнее, что план был бытовым и повторяемым. Спрятать вход, разделить пространство, завести животных, сохранить воздух, не выдать дым. Под полем не мечтали о невозможном городе. Там просто сделали место, где деревня могла дождаться утра. Дальше мы уйдем к другому невозможному быту, но в Науре ответ был коротким. Дверь вниз. На обычной базе дверь может заклинить от ржавчины. В кэмп-центре ее мог заклинить сам лед.
Человек тянет за ручку, за спиной белая пустота Гренландии, впереди темный вход под снегом, а вокруг нет ни гор, ни улиц, ни привычной земли. Только ровная поверхность, под которой спрятан военный город. Самое странное здесь не то, что люди решили жить под ледником. Страннее другое. Этот лед не стоял на месте. Он медленно тек, давил, закрывал пустоты и каждый день делал тоннели чуть меньше. Базу построили в конце 50-х на северо-западе Гренландии, далеко от обычной логистики. Снаружи она выглядела почти как исчезнувшая точка на снегу. Внутри были коридоры, жилые блоки, столовая, мастерские, связь, лаборатории и длинная главная галерея с холодным светом ламп. Люди заходили туда как в подземный поселок, только потолком была не скала, а снег и лед. И это важная разница. Скала держит форму годами. Ледяной щит делает вид, что тверд, но под собственным весом ведет себя как очень медленная жидкость. На бумаге Camp Century выглядел как проба будущего. На практике он сразу начал проверять людей на терпение. Строили этот город не так, как строят подвал. Сначала в снег врезались машины с огромными фрезами. Они выедали длинные траншеи. Потом сверху ставили металлические арки, засыпали их снегом и получали тоннель, похожий на железную трубу внутри белой толщи. Внутрь затаскивали сборные бараки. Они стояли под крышей из льда, отдельно от стен, чтобы холод и движение не сразу ломали помещение. Получался странный быт. Ты спишь в комнате с койкой и лампой, идешь завтракать по коридору, слышишь вентиляторы, а над тобой несколько метров мерзлого снега. Военные хотели понять, можно ли долго жить и работать в таком месте. Рядом с этим вопросом маячил другой, куда более секретный. Годится ли ледяной щит для большой сети военных тоннелей? Но если убрать холодную войну, остается простая инженерная боль. Тепло надо дать, воздух надо заменить, выхлопы надо вывести, воду надо получить. Топливо возить тяжело, поэтому на Camp Century привезли малый ядерный реактор PM2A. Он должен был кормить базу электричеством и теплом. Звучит как победа техники, но под ледником даже победа становится источником новых хлопот. Реактор не отменял главный закон этого места. Любой теплый предмет здесь начинал спор с окружающей толщей. Труба, кухня, дизельный генератор на подстраховке, человеческое дыхание, лампы, вентиляция – все это меняло маленький климат тоннелей. Где-то снег подсыхал, где-то подтаивал и снова схватывался коркой. Воздух нельзя было просто прогонять, как в обычном здании, потому что теплый поток сам портил форму ходов, а форма и так уходила. Лед давил сверху и с боков. Потолок медленно проседал, стены сходились, зазоры возле бараков уменьшались. Это не была драматичная катастрофа с одним громким обвалом, гораздо неприятнее. Инженер проходит по галерее и замечает, что дверь трёт парами. Через время трубу уже надо переставлять. Потом рабочие снова берут инструменты и срезают лед там, где вчера еще был проход. Металл тихо стонет от давления, пол становится неровным, свет ламп цепляется за сжатые ребра арок. И вот здесь становится неуютно. Город построили внутри материала, который каждый день пытался залечить прорезанную в нем рану. Чем больше люди поддерживали жизнь, тем больше им приходилось защищать саму форму этой жизни. Через несколько лет стало ясно, что Camp Century не станет ледяной крепостью будущего. Его можно было чинить, подрезать, проветривать, измерять, но нельзя было заставить лед забыть свои правила. Проект большой сети подледных тоннелей так и не стал рабочей реальностью. Реактор вывезли, базу постепенно закрыли, а оставленные ходы начали сжиматься без свидетелей. Сверху снова была гладкая белая поверхность, почти идеальная маскировка. Только проблема не исчезла вместе с людьми. Под снегом остались строительные материалы, часть топлива, бытовые отходы, сточные воды и химия, которую тогда проще было оставить в мерзлой толще. Расчет был понятный для своего времени. Ледяной щит огромен, он похоронит следы надолго. Сейчас этот расчет звучит уже не так уверенно, потому что климат меняет даже места, которые казались неподвижными. Camp Century важен не как страшилка про секретную базу. Он важен как урок с очень конкретными деталями. Койка под ледяной крышей, реактор в снежном тоннеле, вентиляционная труба, которую приходится спасать от стен. Люди пришли туда с техникой, планами и дисциплиной. Лед ответил медленно, без шума, но убедительно. Он просто начал закрывать город. А дальше нас ждет другое невозможное жилье, где главным противником стала уже не холодная пустота, а сама земля под ногами. Завтрак на Хирте мог висеть там, куда в обычном месте человек не полез бы даже за потерянной овцой. Над Атлантикой, на черной стене утеса, в гнезде лежали яйца, ниже шумела вода, а сверху кто-то держал веревку и ждал, пока скалолаз наполнит мешок.
Некрасиво, не героически. Просто так добывали еду. На этом острове привычная логика ломалась сразу. Поле давало мало, море не всегда подпускало лодку, зато птицы каждый год возвращались к тем же уступам. Хирта была главным обитаемым островом Сент-Килды, далеко к западу от внешних Гибрид. В ясный день это все равно край света, а в плохую погоду будто отдельная планета. Серые дома стояли у склона, за ними поднималась трава, дальше начинались камень, ветер и обрыв. И важная часть кладовой находилась не за дверью амбара, а там, где ошибиться можно было один раз. Просто удержите эту картину. Человек висит на веревке, под ним океан, а его задача не подвиг, а ужин для семьи. Чтобы такая жизнь не рассыпалась, Хирта работала как очень маленькая упрямая система. Утром мужчины собирались на улице поселка и решали, что делать сегодня. Идти к овцам, чинить стены, лезть за птицей или ждать, потому что ветер сильнее любых планов. Это назвали островным парламентом, хотя там не было роскоши и больших речей. Решение сразу превращалось в работу. Птицы давали мясо, яйца, жир, перья, иногда то, чем можно было расплатиться с внешним миром. Но добыча начиналась не с выстрела, а с доверия. Один человек на уступе, другой у веревки, третий следит за погодой. Стоит туману закрыть верх скалы, и богатая кладовая становится ловушкой. Дома тоже были частью этой машины. Вокруг поселка и на склонах стояли клетины, маленькие каменные сушилки без раствора. Ветер проходил сквозь щели, влажность уходила, а внутри лежало то, что нельзя было потерять до зимы. Для приезжего это куча серых домиков. Для островитянина это холодильник, склад и страховка на случай, если судно снова не придет. Но у такой системы было слабое место. Она держалась не только на храбрости, а на количестве здоровых рук. Если молодых становилось меньше, если кто-то болел, если шторм отрезал остров на неделе, привычный порядок начинал скрипеть. Сент-Килда не была полностью забыта. Сюда заходили суда, приезжали священники, управляющие, туристы, любопытные люди с блокнотами. Путешественники вроде Мартина и Джона Сенса поражались тому, как местные живут среди птиц, веревок и каменных кладовых. Но каждый приход корабля был двойным подарком. Он приносил муку, почту, новости, деньги. И вместе с этим приносил болезни, зависимость и мысль, что за горизонтом есть жизнь легче. Даже письмо отсюда уходило странно. Маленькую лодочку с запиской могли пустить в океан, надеясь, что течение вынесет ее к людям. Звучит почти сказочно, пока не понимаешь. Это не игра, а способ докричаться через воду. Когда связь с миром держится на погоде и случайности, любая простуда, любая смерть, любой отъезд становится не личной бедой, а трещиной в стене всего поселка. К лету 1930 года на Хирте оставались люди, которые еще знали все тропы и все опасные места, но сама община уже не могла притворяться прежней. Слишком мало рабочих рук, слишком много зависимости от редких судов, слишком сильный страх заболеть там, где врач может не добраться вовремя. Они не были дикарями, которых внезапно нашли и спасли. Островитяне сами просили о переселении, потому что понимали цену каждой задержки. В конце августа к острову подошел корабль «Хербл». Вещи грузили без парада. Узлы, сундуки, домашнюю мелочь, то, что можно унести из жизни, построенные на камне и ветре. Люди смотрели не на экзотику, а на свои двери, на клетины, на склоны, где завтрак когда-то действительно висел над морем. Потом поселок остался серым и тихим. Сент-Килда не рухнула за один день. Она слишком долго держалась на точном знании погоды, веревок и соседей. Когда исчез запас людей, исчез и островной механизм. После Хирты легче понять. Невозможное место живет, пока каждый день есть кому делать невозможную работу. Дальше будет другое место, где привычный быт тоже оказался сильнее здравого смысла. Первые жильцы этого места получили адрес без земли. Кровать стояла на металле, столовая тоже, а рабочая дорога начиналась не от крыльца, а от эстакады над Серым Каспием. Утром человек выходил к смене и видел не улицу, а трубы, фонари и воду под настилом. Странная проверка на здравый смысл. Если это поселок, где у него земля? Так появились нефтяные камни у берегов Азербайджана. Осенью 1949 года здесь пошла первая нефть. И сразу стало ясно, добывать ее в море нельзя теми же привычками, что на суше. Буровую точку мало найти. До нее надо каждый день добираться, держать на месте станки, трубы, людей, топливо, еду и врача. Сначала это выглядело как чистый производственный расчет. В дно забивали сваи, сверху собирали площадки, между ними тянули узкие дороги. Но море быстро забрало себе право голоса. Шторм мог отрезать катера от берега. Ремонт мог начаться среди ночи.
И тогда койка, кухня и медпункт оказывались не удобством, а частью самой добычи. На суше промысел можно разнести по берегу. Тут мастерская, там склад, дальше бараки. На Каспии расстояние сразу становится риском. Пока катер идет от берега, меняется ветер, поднимается волна, уходит светлое время. Поэтому одна буровая платформа не решала задачу. Нужна была сеть, почти скелет города, только вместо улиц в ней были эстакады. Свайные основания держали площадки над водой, а по настилам ходили люди, тащили инструмент, вели трубы и кабели. Старые суда ставили как волноломы, чтобы волна сначала билась о железный заслон, а не прямо о рабочие площадки. Выглядит грубо, зато понятно. Если море нельзя убрать, его хотя бы заставляют спотыкаться. Но защита тоже старела. Соль ела металл, ржавчина раскрывала швы, шторм проверял каждую опору. Обычная дорога превращалась в объект ремонта. Обычный переход на работу требовал перил, освещения, дисциплины и постоянного вопроса, выдержит ли эта нитка над водой еще одну ночь. Дальше поселок начал расти не потому, что кому-то захотелось романтики на воде. Он рос из усталости. Если смена бурит далеко от берега, ей нужно где-то спать. Если люди живут рядом с буровой, им нужна столовая. Если есть столовая, появляются запасы, вода, электричество, врач, баня, связь. Шаг за шагом рабочее место втягивало в себя быт. Это было самое непривычное. Дом стоял внутри машины, которая не выключалась. Медпункт здесь был не городской формальностью. Порез, ожог, ушиб на мокрой лестнице нельзя было отправить в поликлинику через 40 километров воды. В штормовую ночь это чувствовалось особенно ясно. Под полом глухо била волна. В коридоре дрожал свет. За стеной шли люди с инструментом, потому что где-то на линии сорвало крепление. Никто не ждал красивого вида из окна. Ждали, когда можно будет безопасно выйти на настил, дойти до узла, закрутить, заменить, проверить. Даже сон становился сменным, коротким, рядом с трубами и мокрым железом. И вот здесь нефтяные камни перестают быть картинкой про странный город в море. Это был ответ на технологию своего времени. Морская добыча еще не умела держать весь быт на удалении, поэтому она таскала его за собой. Возникали общежития, столовые, мастерские, причалы, склады, клубные комнаты, иногда даже ощущение улицы, хотя под ногами не было земли. В лучшие годы здесь работали тысячи людей, а эстакады тянулись на десятки и сотни километров, связывая скважины и службы. Потом часть конструкции старела, часть маршрутов теряла смысл, море разбирало слабые места и требовало ремонта сильного. Но главный урок остался. Нефтяные камни держались не на одном смелом решении, а на тысяче будничных действий. Зачистить ржавчину, подтянуть крепеж, доставить хлеб, провести врача, закрыть проход перед штормом. Невозможным это место кажется только издалека. Вблизи оно оказывается расписанием смен на железе. Адрес без земли оказался не чудом, а работой без права забыть про море. А дальше будет место, где люди спорили уже не с водой, а с самой высотой. Утром ребенок в Сьюэле мог выйти за хлебом и не перейти ни одной улицы. Улицы здесь просто не поместились. Перед дверью начиналась лестница, за ней еще одна, ниже гудела железная дорога, выше темнел вход в рудник. В этом городе были школа, больница, клубы и кинотеатр. Не было главного, что мы машинально ждем от города – привычной улицы перед домом. Сьюэл вырос в чилийских Андах, рядом с медным рудником Эль-Теньенте. В начале 20 века горной компании нужно было не просто добывать руду. Ей нужно было держать людей у шахты, кормить, лечить, учить детей и выводить смены под землю без долгой дороги из долины. Так появляется поселок одного хозяина – город компании. Рабочая машина с квартирами, магазином, больничной койкой и расписанием смен. Склон диктовал план. Ровной площадки мало, машина не развернется, обычный квартал не нарисуешь. Дома ставили уступами, красили в яркие цвета, соединяли галереями и лестницами. Каждый поход в школу или лавку становился подъемом или спуском. Почти уютно. Но попробуйте прожить так зиму, когда андские ступени покрывает снег. День семьи в Сьюэле начинался не с улицы, а с выбора лестницы. Ребенок шел вниз к школе, мать поднималась к магазину компании. Отец уходил туда, где деревянный настил сменялся камнем и рельсами шахты. Если забыли соль, это не мелкая ошибка. Это еще несколько пролетов туда и обратно на холодном воздухе с корзиной в руках. Снаружи город выглядел почти празднично. Зеленые, желтые, красные фасады на серой горе. Внутри порядок был жестче. Жилье зависело от работы, семейного положения и должности.
У инженеров и управленцев были одни дома и клубы, у рабочих другие комнаты и маршруты. Холостых селили иначе, чем семьи. Дети учились рядом с рудником, взрослые покупали в фирменные лавки, лечились в больнице, отдыхали в клубах, которые тоже были частью системы. Важно понять одну вещь. Компания здесь не только платила зарплату, она собирала весь круг жизни, от крыши над кроватью до вечернего досуга. Это давало безопасность в месте, где без организации трудно выжить. И это же делало человека зависимым. Потеря работы могла означать не только пустой кошелек, а потерю дома на этой лестничной горе. Снабжение держалось на железной дороге. Из долины в Сьюэлл поднимались вагоны с едой, углем, деревом, почтой и людьми. Обратно уходила медь, ради которой все построили. Для обычного города поезд был транспортом, для Сьюэлла он был единственной надежной связью с долиной. Если путь засыпало снегом или ломался график, магазин и кухня сразу вспоминали, что вокруг не пригород, а Анды. Рудник задавал ритм сильнее любых часов. Сирена, смена, каска, лампа, спуск. Наверху дети могли смотреть фильм, в больнице принимали больных, в клубе готовили праздник. Под землей двигалась другая жизнь, с вентиляцией, штреками и постоянным риском. И вот здесь становится неуютно. Город был семейным, но главным хозяином оставался рудник. В июне 1945 года в Альтиньенте случилась трагедия, которую в Чили помнят как трагедию дыма. Огонь и угарный газ пошли по выработкам. Такой газ не выглядит как обвал. Воздух просто перестает быть воздухом. На поверхности люди шли по тем же лестницам, но теперь каждый пролет вел к вопросу, кто выйдет из шахты. Погибли более 350 горняков. После таких дней лестничный город уже не кажется открыткой. Он виден иначе, как место, где удобство и контроль сцепились намертво. Больница была рядом не из одной только заботы, а потому что травмы нельзя часами отправлять вниз. Школа была рядом, потому что рабочие приезжали с семьями. Кинотеатр и клубы помогали удерживать людей там, где многие быстро сказали бы «я спускаюсь в долину». К середине 20 века Сьюэлл стал большим горным поселением, где жили тысячи людей. Потом логика изменилась. Транспорт стал лучше, семьи постепенно переводили вниз, ближе к Ранкагуа. Шахта продолжала работать, а город на склоне начал пустеть. Сегодня цветные дома и лестницы охраняют как памятник, но главное не в красоте. Пройдите маршрут мысленно еще раз. Дом, лестница, школа, лестница, магазин, лестница, станция, шахта. Здесь нет привычной улицы, потому что ее место заняла производственная необходимость. Сьюэлл был городом, но одновременно инструментом рудника. Люди строили семейную жизнь на склоне, где каждый шаг напоминал, кто задает направление. После Сьюэлла трудно смотреть на лестницу, как на мелочь. Дальше нас ждет место, где правила жизни снова продиктует сама местность. Смотритель уже видит свою смену. Лодка качается внизу, люди в мокрых бушлатах поднимают головы, и до них вроде бы рукой подать. Но между ними не расстояние, а белая пена. Если лодка подойдет ближе, ее просто размажет о камень, и человек наверху остается еще на сутки, иногда дольше, хотя его замена буквально стоит у двери, только дверь открывается в Атлантику. Вот с этой бытовой обиды и стоит начинать Армен, 6-ю главу нашего выпуска. Не с красивого маяка на открытке, а с койки, которую нельзя покинуть по расписанию. Башня стоит у берегов Британии, на черном рифе у острова Сен. В обычную погоду место выглядит сурово. В плохую погоду оно вообще перестает быть местом и становится волной с камнем внутри. Но именно туда в 19 веке решили поставить жилую башню. Не часовню, не памятник, а рабочую машину со спальней, водой, топливом, лестницей и лампой. Вопрос простой и странный. Зачем селить людей там, куда иной раз невозможно безопасно высадить даже тех, кто приехал их забрать? Ответ был неромантичный. Перед Западной Британией море ведет себя как дорога без разметки, где под колесами еще и спрятаны зубья. У мыса Ра и у цепи рифов около острова Сен корабли шли между течениями, туманами и камнями, которые не всегда показывались на поверхности. Пока не было спутников, экранов и точной электронной карты, капитан собирал путь по береговым огням. Один свет говорил, где земля, другой предупреждал, где лучше не проверять глубину. Армен нужен был именно на опасном конце этой невидимой линии. Строить его начали в 1867 году. И тут выяснилось неприятное. Риф не ждал рабочих. Его можно было поймать только в короткое приливное окно, когда вода отступала и давала несколько мокрых метров камня.
Люди высаживались, сверлили, ставили закладные, тащили блоки, и почти сразу надо было уходить. Иногда за день получалось сделать смешно мало, иногда море забирало инструмент и показывало, кто здесь начальник. Поэтому башню поднимали годами, до первого огня в 1881-м. Долгострой получился не из лености, просто каждый камень приходилось выпрашивать у прилива. Когда маяк наконец заработал, внутри он был меньше похож на романтический приют и больше на вертикальную квартиру внутри механизма. Внизу хранили припасы, воду и топливо. Выше были тесные комнаты, койки, печь, стол для журнала дежурств. Еще выше начиналась работа света. Линза Френеля не просто сияла красивым стеклом. Она собирала слабый огонь в управляемый луч, чтобы корабль узнавал маяк по своему ритму и месту на карте. Смотритель следил, чтобы лампа горела ровно, чтобы стекла не покрылись солью, чтобы запас горючего не оказался пустым в худшую ночь. Позже пришло электричество, но смысл дежурства не исчез сразу. Кто-то все равно проверял контакты, механизмы, аккумуляторы, сигналы. В туман свет мог стать бесполезным, и тогда важными становились звуковые сигналы и связь с берегом. Такая работа утомляла не одним страхом. Ее выедала повторяемость. Вода в баке, хлеб, керосин, мокрая лестница, запись в журнале, снова лестница, снова стекло. И за стеной постоянно бился океан, будто кто-то снаружи пытается зайти без стука. Самый тяжелый момент наступал не обязательно в шторм. Он мог быть почти тихим на вид. Пришла лодка, смена готова, мешок с почтой на борту, свежие продукты тоже рядом, а высадиться нельзя. Волна поднимает лодку, кидает вниз, снова поднимает, и между бортом и каменной стеной остается не проход, а ловушка. В башне человек понимает, что расписание проиграло в воде. Он не геройствует, он просто остается, варит себе что-то горячее, проверяет лампу и ждет следующего окна. Вот почему Армен был не только маяком, а частью старой навигационной системы, которую держали человеческие смены. Без этих людей карта оставалась бы на бумаге, а риф в темноте все равно стоял бы на своем месте. К концу 20 века маяк автоматизировали, и постоянная жизнь смотрителей ушла из башни. Свет продолжил работать, но квартира внутри машины опустела. И в этом, пожалуй, самая точная цена прогресса. Море осталось тем же. Просто у окна больше никто не смотрит на лодку со своей сменой. А дальше будет другое невозможное жилье, где человек снова поселился не ради красоты, а потому что иначе нельзя было работать. Мешок муки в этом месте был почти государственным документом. Он лежал в низком деревянном доме рядом с керосиновой лампой и доказывал: сюда можно привести людей, кормить их и не исчезнуть после первой зимы. Странная мысль. Но одна из самых удаленных деревень мира появилась не потому, что туда было удобно ехать. Пустое место на карте стало спором, и спору потребовались кровати, склады, собаки и дым из труб. На востоке Гренландии, у черных скал Скорсбисунда, в 1925 году высадили семьи из района Амасалика. Датский исследователь Эйнар Микельсон вел эту колонию как расчет, а не как прогулку к краю света. Людям обещали новые охотничьи места. Государству было нужно постоянное присутствие там, где чужие промысловые интересы уже тянулись к берегам. Позже поселок будут знать как Иттакортуормиит. Тогда в быту звучало имя Скорсбисун. Если судно не пробьется летом, зимой не появится ни мука, ни керосин, ни патроны. А ближайший крупный сосед был за сотнями километров льда. Для семей это не было красивым переездом в неизвестность, скорее обменом одной тесноты на другую. В Амасалике охотничьи маршруты становились беднее, людям нужны были новые места, а севернее лежал огромный фьорд с моржом, тюленем, белым медведем и рыбой. На бумаге все сходилось. На берегу сразу начинались поправки. Дом здесь строился вокруг вопроса, выдержит ли запас до следующего судна. Летом, когда лед отходил, корабль приносил доски, муку, кофе, железо, оружейные припасы, ткань. Потом море закрывалось, связь превращалась в ожидание. Охота была не фольклором, а бухгалтерией выживания. Тюлень давал мясо, жир, корм для собак, шкуру. Собачья упряжка была транспортом, спасательным шансом и расходной статьей сразу. Если охотник ошибался с льдом, он терял не только день, а дорогу домой. Вот где становится неуютно. Эти люди одновременно кормили семьи и обслуживали большую политическую мысль. Их кухни превращали линию на карте в место, где кто-то реально живет. В Арктике того времени граница могла пахнуть рыбьим жиром. В столицах спорили бумагами, но на восточном берегу Гренландии решало другое. Чьи люди зимуют, чьи склады стоят, чьи охотники знают бухты и тропы по льду.
Норвежские промысловики давно ходили в эти воды, ставили станции, искали зверя и погоду. Дания отвечала не только письмами, она ставила поселок. Микельсон понимал этот язык. Экспедиция должна была привезти не флаг для фотографии, а цепочку жизни. Дом, склад, лодка, собаки, маршрут на зимний промысел. Потом дети, которым нужен свет и тепло. Так суверенитет спускался с карты на пол из струганных досок. Можно представить первую высадку. С воды тянет холодом. На берег выносят ящики, и каждый кажется тяжелее из-за мысли, что обратно быстро не уйдешь. Собаки воют на незнакомые запахи, люди смотрят на черные скалы, на узкую полоску земли, на море, которое скоро станет стеной. Поселок еще не похож на поселок, но спор о границе уже получил адрес. Цена удаленности платится не один раз при высадке. Она приходит мелко, почти буднично. Лампа коптит дольше, чем хотелось бы, потому что керосин надо растянуть. Муку берегут не из скупости, а потому что календарь зависит от льда. Ребенок узнает мир по бухте, собачьему лаю и рассказам о корабле, который придет летом, если море разрешит. Поселение не было случайной кучкой хижин. Оно работало как узел. Охотники расходились по маршрутам, запасы уходили в дома, новости возвращались с судном, а деревня говорила внешнему миру, что это не пустота. Здесь живут, здесь чинят сани и ждут погоду. И Токортуармиит не стал большим городом. Слишком далеко, слишком дорог каждый рейс, слишком много власти у льда. Но в этом и смысл. В Арктике присутствие измерялось не только флагом и печатью. Оно измерялось тем, хватит ли корма собакам и дойдет ли корабль до берега. Здесь граница выглядела как низкий дом в синей полярной ночи. А дальше будет место, где человеку пришлось спорить уже не с картой, а с самой возможностью жить. У человека здесь мог быть билет в театр, запись к врачу и ребенок в школе. Но не было простой вещи – улицы перед домом. Утром дверь открывалась не на мостовую, а на ступени. Ступени уходили вверх к соседям, вниз к рельсам и дальше к шахте, где под горой добывали медь. Так жил Сьюэлл в чилийских Андах, город, который будто забыли повернуть горизонтально. Он вырос на крутом склоне возле рудника Эль-Тиньенте, одного из самых важных медных мест Чили. В начале 20 века американская Брейден Коппер искала не красивую панораму, а способ удержать тысячи людей рядом с работой. Внизу были долины, наверху руда, между ними снег, камень и железная дорога. Обычный квартал тут не получался. Дай машинам прямые улицы, и склон сразу начнет спорить с чертежом. Поэтому главный проспект стал лестницей, и это не шутка для туристов. По ней шли на смену, в лавку, в школу, на свидание, к врачу и домой после тяжелого дня. Сначала кажется, что такая планировка просто странная. Но в Сьюэлле лестница была не украшением, а главным маршрутом города. Дома ставили террасами один над другим, чтобы деревянные корпуса держались за гору и не срезали склон лишними дорогами. Цветные фасады помогали различать кварталы в снегу и пыли, но за этой почти игрушечной картинкой работала взрослая система. Город принадлежал компании не только по документам, а по мелочам каждого дня. Квартира шла вместе с работой. Магазин, больница, школа, клуб, театр, спортивные площадки и досуг детей были частью одной шахтной системы. Это давало редкую для горного поселка безопасность, но цена была ясной. Потерял место в шахте, и дом тоже переставал быть надежным. Снабжение держалось на рельсах. Мука, доски, уголь, почта, лекарства и детали для машин поднимались вверх так же, как люди. Автомобилю здесь почти не было роли. Рельсы привозили город, лестницы распределяли его по склону. Даже ребенок с ранцем знал эту географию ногами. Но настоящая причина Сьюэлла пряталась не в цветных домах, она гудела глубоко под ними. Эль-Тиньенте был не маленькой штольней у дороги, а огромным подземным рудником, где медь доставали из горы смена за сменой. Мужчины уходили туда по расписанию, и весь семейный быт подстраивался под этот ритм. Когда открывается столовая, когда ребенок должен не шуметь, когда жена слушает шаги на лестнице и понимает, вернулась ли смена. Важно понять одну вещь. Удобства в Сьюэлле не отменяли опасности. Они стояли рядом с ней. Больница была нужна не для красивой вывески. Рельсы вели не только к складам. Школа и театр работали в городе, где рядом начинался труд, от которого зависели зарплата, жилье и жизнь семьи. В середине 40-х это стало особенно страшно видно. Пожар и ядовитый дым в выработках Эль-Тиньенте унесли жизни сотен горняков. Наверху не надо было видеть пламя, чтобы понять беду. Достаточно было ждать на лестнице и слышать, что привычный шум возвращающихся шагов не приходит.
В такие минуты каждая ступень вела не просто по городу, а к опасной глубине под ним. Позже оказалось, что город, созданный ради близости к руде, может стать лишним именно как город. Дороги улучшались, жилье в долине росло, правила вокруг рудника менялись, и семьи постепенно спускали вниз. Шахта продолжала жить, а Сьюэлл терял то, ради чего строился. Шум детей, очереди у магазина, разговоры у перил, мокрые ботинки у дверей. Сегодня его часто показывают как красивый заброшенный город лестниц. Но разноцветные дома не были декорацией, а больница и театр не делали жителей свободными от компании. Сьюэлл был не только поселком. Это была шахтная система, в которую встроили кухни, классы и больничные палаты. Он давал школу, лечение, тепло, соседей и путь до смены. Взамен он забирал выбор места, расписание дня и уверенность, что дом принадлежит только тебе. Поэтому важна не странность лестниц сама по себе. Важнее то, что промышленность смогла построить семейную жизнь там, где обычная улица не помещалась. Главный проспект был ступенями, а под ним лежала медь. Так держался Сьюэлл. Рельсами, склоном и шагами людей. А дальше будет место, где человеку пришлось договариваться уже не с горой, а с другой упрямой географией. Здесь сначала не было земли. Рабочий мог выйти из общежития сонным, прикрыть дверь от ветра и увидеть под настилом не двор, не улицу, не тротуар, а темную воду Каспия. Волна шла прямо под домом. Уронишь гайку, она не звенит на бетоне, а исчезает в море. С такой мелочи начинается 9-я остановка выпуска – нефтяные камни. После войны нефтяникам пришлось лезть дальше берега. Бакинские промыслы давно кормили страну, но у края Апшерона нефть уходила под воду, и ждать удобной суши было бессмысленно. В 1949 году буровики пришли к черным скалам в Каспии. Скалы едва торчали над водой, зато давали первое, за что можно было зацепиться. Поначалу это не был город, скорее мастерская посреди моря. Сваи, настилы, временные домики, буровая, солёная одежда и вечный ветер в лицо. Но нефть пошла, и логика стала жесткой. Если скважину нельзя приблизить к берегу, к скважине придется подвести все остальное. Самое странное решение выглядело грубо. Чтобы у моря появился каркас, в ход пошли списанные суда. Их затапливали рядом со скалами, превращали в опоры, волноломы и куски будущей площадки. Позже это место будут называть островом 7 кораблей, хотя в деталях ранних строек легко запутаться. Важно другое. Город здесь начался с кораблей, которые перестали плавать. Потом рабочие строили дороги. Только дороги эти не лежали на земле. Металлические эстакады тянулись от площадки к площадке, как узкие коридоры над водой. По ним ехали машины, везли трубы, цемент, еду, детали для насосов. Под колесами был Каспий, сбоку буровые вышки, впереди очередная скважина. И вот тут вахта превращалась во что-то большее. Если люди остаются на море неделями, им нужен не только инструмент. Нужна койка, столовая, душ, медпункт, место, где можно высушить робу и написать домой. Так промысел обрастал общежитиями. Не от романтики, просто иначе нефть было не взять. На схеме все выглядело послушно. Скважина, эстакада, блок, дорога. В жизни каждый метр металла спорил с водой, соль ела конструкции, ветер раскачивал настилы. Шторм бил не где-то вдали, а в стену, под которой человек спал после смены. Коррозия здесь была не термином, а ежедневной работой. Зачистить, покрасить, заменить, снова проверить. Просто удержите эту картину. Ночь, прожекторы выхватывают ржаво-красные фермы, вода черная и внизу глухо ударяет волна. Дежурный слышит, как по металлу идет дрожь. На берег в такую минуту не выйдешь пешком. Если погода закрыла путь, снабжение задержится. Врач будет ждать судна, а позже и вертолета. И маленькая поломка быстро станет большой. Нефтяные камни держались на привычке заранее думать о неприятном. Запас топлива, запас воды, связь, аварийные бригады, пути эвакуации. Но море полностью не приручали. Дом на сваях удобен, пока сваи живы, болты держат, а волна не проверяет чужую уверенность. И все же поселок не был одной сплошной сменой у станка. В оживленные годы здесь появлялись магазины, клуб, почта, клумбы в ящиках, даже попытки сделать обычный двор там, где двора быть не могло. Человек быстро привыкает к невозможному. Сегодня он идет по эстакаде с каской в руке. Завтра уже ворчит, что в столовой остыл чай. Вот где нефтяные камни интереснее рекорда. Это не только ранняя морская добыча и не советская открытка про рекорд. Это место, где граница между вахтой и городом поплыла. Если есть дороги, адреса, койки, дежурные смены и люди, которые узнают друг друга по походке, значит, это уже не просто промысел.
Но под ним нет привычной почвы. Под ним скважины, трубы, соленая вода и постоянный ремонт. Позже часть старых эстакад устарела, а морская добыча ушла далеко вперед. Но вопрос остался. Сколько быта можно построить на промышленном риске, прежде чем рабочее место начнет выглядеть как дом? Здесь ответ был виден из окна. Вода под ногами и огни буровых до горизонта. Следующее место тоже поспорит с нормальной логикой жилья, только уже совсем иначе. Первую базу на будущих нефтяных камнях устраивали не как остров для жизни. Это была рабочая точка на черных скалах и старых судах, где любой чайник с кипятком уже требовал дисциплины. Вокруг не было улиц, дворов и привычного берега. Только серый Каспий, мокрый настил, ящики с хлебом, бочки с топливом и люди, которые старались не смотреть слишком долго на воду под ногами. Странное начало для города, правда? Но именно отсюда выросли километры дорог над морем. В 1949 году сюда пришли нефтяники, потому что Апшерон уже давно жил нефтью, а новые пласты уходили дальше от суши. На карте это место выглядело почти как точка в воде. На деле это были черные камни, каменистые выступы и мелководья, где волна за ночь могла испортить вчерашнюю победу. В этой истории часто вспоминают геолога Ага Гурбана Алиева и организатора морских работ Юсифа Сафарова. Но за громкими именами стояла очень простая задача – поставить людей так, чтобы они могли бурить, есть, спать и завтра снова выйти на смену, хотя земли вокруг не было. На суше нефтепромысел начинается с дороги. Здесь все было наоборот. Сначала надо было придумать, на чем вообще будет стоять дорога. В море забивали металлические сваи, связывали их поперечинами, сверху клали настилы и площадки. На одной точке ставили буровую, на другой собирали насосы, между ними тянули эстакаду, чтобы человек и груз не зависели от каждого рейса катера. Эстакада выглядела как мост, но работала как заводская улица. По ней шли трубы, кабели, тележки, люди в ватниках и машины с тем, что на берегу просто лежало бы во дворе. Вода для питья, хлеб, мясо, инструменты, лекарства – все приходило по расписанию, и шторм сразу показывал цену любой задержки. Если катер не мог подойти, столовая считала запасы внимательнее обычного. Если соленая вода разъедала крепеж, ремонтники выходили не когда удобно, а когда море отпускало. Важно понять одну вещь – нефтяные камни строили не один раз. Их строили каждый день, потому что соль, ветер и волна постоянно пытались вернуть это место обратно в открытую воду. Самый странный поворот случился не в момент первой нефти, а чуть позже, когда промысел перестал быть только промыслом. Рабочий выходил из общежития, застегивал ватник и шел по металлической улице не к морю, а над морем. За перилами не был двор. Там плескалась вода, внизу темнели сваи, а фонари уходили в туман так, будто кто-то нарисовал проспект там, где обычно ставят буй. Появились столовые, медпункт, клуб, комнаты отдыха, склады, мастерские. Не роскошь, просто минимальный набор, без которого человек на вахте быстро превращается в уставший винтик. На берегу можно забыть, откуда взялась тарелка супа. Здесь это было невозможно. Суп приехал морем, пресная вода пришла в цистернах или по линии снабжения, чистое белье зависело от графика, письмо из дома – от рейса. И все равно быт цеплялся за металл. Люди играли в домино, сушили рукавицы, ждали смену, спорили из-за очереди в душ. Так открытая вода стала частью заводской улицы. Море не исчезло из жизни поселка. Оно стояло за каждым окном и напоминало, что привычный быт здесь держится на болтах. Шторм здесь не выглядел как красивое испытание. Он приходил ночью, раскачивал пролеты, бил волной снизу и заставлял металл гудеть, будто весь город стал одним большим инструментом. Человек в общежитии мог слышать, как за стеной дергается дверь, а где-то на эстакаде дежурные проверяют крепление фонарей. Утром оказывалось, что один переход закрыт, кран ждет ремонта, катер задержан, а маршрут до буровой стал длиннее на несколько лишних поворотов. Вот тогда было понятно, почему город на сваях не бывает окончательно готовым. Его надо осматривать, красить, усиливать, чинить и снова запускать. Нефтяные камни стали одним из первых больших морских нефтяных поселков именно потому, что там решили не возить людей к каждой скважине как гостей. Им построили место для работы и сна посреди Каспия. Со временем часть старых эстакад устала, часть путей сократили, а образ морского города стал почти легендой. Но главный фокус не в легенде. Там просто сделали улицу там, где должна была быть волна. А дальше будет другое место, где дом тоже пришлось собрать против здравого смысла. Маленькая алюминиевая монета лежит на ладони почти невесомо. За нее можно купить рис, хлеб, кусок мыла, но только здесь.
Стоит увезти ее через бухту на обычный причал Филиппин, и она превращается в странный жетон, который лучше спрятать. На Кулеоне деньги были частью карантина. Они ходили внутри колонии для людей с проказой и каждый день напоминали простую вещь. Твоя жизнь отделена от остального архипелага. Сначала это место выглядит почти мирно. Тропическая вода, зелень на склонах, белые больничные корпуса под жестким солнцем. В начале 20 века американская администрация Филиппин выбрала остров как медицинскую границу. Сюда свозили людей, у которых находили болезнь Хансена, тогда чаще говорили проказа. Врачи еще не имели антибиотиков, общество боялось заражения, а власть верила в изоляцию как в решение. И вот возникает странный город. Не курорт, не тюрьма в привычном смысле, а место, куда прибывают не по билету, а по диагнозу. У причала человек мог держать свой узел с одеждой и понимать, море за спиной теперь не пейзаж, а запрет. Когда в 1906 году на Кулеон привезли первых пациентов, эта логика казалась холодной, но понятной для чиновника. На карте архипелага остров был удобен. Достаточно далеко от крупных городов, но к нему можно подойти судном. Одним из главных организаторов был врач и санитарный администратор Виктор Хайзер. Он мыслил масштабами портов, списков, инспекций и карантинных правил. Работало это не как один страшный приказ, а как цепочка мелких действий. В провинции человека осматривали, диагноз заносили в бумаге, потом ждали судна. Семья могла стоять рядом, но закон уже говорил громче семьи. На новом месте больного принимала больничная администрация. Жилье, питание, работа, пропускной порядок, лечение, насколько оно тогда было возможным. Важно понять одну вещь. До надежных препаратов болезнь Хансена казалась почти неуправляемой. Люди не знали, где кончается разумная осторожность и начинается паника. Поэтому карантин превращался не просто в медицинскую меру, он становился архитектурой. Отдельный берег, отдельные палаты, отдельные кладовые, отдельные деньги. Но запрет не отменяет утро. Кто-то все равно печет хлеб, чинит крышу, несет воду, торгуется за рыбу. Внутри Кулеона постепенно выросла жизнь, которую власти как будто не планировали до конца. Люди работали в мастерских и на хозяйстве, помогали в больничных отделениях, выращивали овощи, открывали маленькие лавки. Там, где человеку запрещали вернуться домой, он начинал строить новый распорядок. И тут снова появляется монета. Легкая, отдельная, местная. Ее выдавали и принимали внутри колонии, чтобы обычные деньги не ходили между Кулеоном и внешним миром. Тогда всерьез боялись, что вещи, включая купюры и монеты, могут переносить болезнь. Сегодня мы понимаем передачу болезни Хансена иначе, но для той эпохи это был довод, который попадал прямо в нерв. Самое неуютное в этих деньгах – не металл. Самое неуютное то, что они превращали границу в привычку. Ты покупаешь мыло, получаешь сдачу, слышишь звон в ладони и снова вспоминаешь. За пределами острова это не деньги. Значит, и ты там уже необычный пассажир. В какой-то день новый пароход подходит к причалу, и весь механизм становится видимым. С палубы сходят люди с узлами, медики проверяют списки, носильщики тянут багаж по раскаленным доскам. Впереди белеют корпуса, где обещают уход и порядок. Позади остается берег, на который нельзя просто купить обратный билет. В эту секунду Кулеон раскрывается полностью. Больница, поселок и граница в одном месте. И все же люди не жили одной печатью в документе. На острове появлялись семьи, школы, религиозные службы, праздники, споры о работе и еде. Это не делает систему мягкой. Просто даже внутри запрета человек ищет способ быть больше, чем диагноз. Потом медицина сдвинула саму основу этой колонии. С появлением эффективных препаратов в середине 20 века изоляция стала терять смысл. Болезнь Хансена начали лечить иначе, а Кулеон постепенно перестал быть тем самым отдельным миром, куда человека отправляли на неопределенный срок. От этих лет остались здания, архивы и странные монеты. Они маленькие, почти легкие, но в них слышно тяжелое правило. Страх может построить город. А люди все равно попробуют в нем жить. Дальше будет другое невозможное место, где границу провели уже не врачи, а сама земля. На снегу стоит деревянный ящик, и от него почему-то зависит целая страна. Внутри может быть мука, керосин, чай, патроны. Вокруг нет ни деревьев, ни дороги, ни привычного берега. Только черная вода фьорда, камень, ветер и несколько домов, прижатых к земле. Людей сюда привезли с обещанием помощи. Если не получится, говорили им, можно будет вернуться. Но когда ящики начали пустеть, стало ясно, это не просто новый поселок. Это отметка на карте, которую должны были держать живые семьи.
Грейсфьорд лежит на острове Элсмир, далеко в высокой Арктике Канады. Солнце зимой уходит надолго, охота требует других навыков, а ближайший привычный мир остается где-то за морем и льдом. В 1953 году сюда отправили инуитские семьи из Инукджуака, а также людей с Понт-Инлета. Для чиновников это звучало как переселение. Для семей это быстро стало вопросом, как выжить там, где твоя память о земле почти бесполезна. До этого у многих была своя карта мира, не бумажная, а выученная ногами и глазами. В Инукджуаке знали, где ждать тюленя, как читать лёд у залива, кому идти за помощью, если в доме мало еды. Жизнь не была легкой, и голодные сезоны там тоже знали. Именно на этом чиновники строили свою логику. На севере, мол, будет больше дичи, меньше зависимости, новые возможности. Но рядом шла другая логика – холоднее. После войны Арктика стала частью большой политики. Самолеты, радары, военные маршруты, спорные границы, страх перед чужим присутствием. Канаде нужно было показывать, что эти острова не пустуют, не только флагом, людьми. Семьи посадили на правительственное судно Сиди Хау. Вещи сложили рядом, собак и припасы погрузили отдельно. На палубе все еще можно было верить, что государство знает, что делает. Первая трещина была почти тихой. Родственников разделяли, маршруты менялись, а обещание вернуться через 2 года зависело уже не от желания людей, а от решений далеко на юге. Грейсфьорд встретил не пустотой, а чужой точностью. Здесь нельзя было охотиться так, как дома, просто передвинув старые привычки севернее. Лед вел себя иначе, зверь шел другими путями. Темнота держалась неделями, потом месяцами, и день не спасал теплом. Дома были низкими, запасов не хватало, а каждая ошибка съедала силы быстрее, чем ее успевали исправить. Важная деталь. В таком месте зависимость от склада становится зависимостью от власти. Патроны, мука, топливо, лекарства, рейс корабля или самолета, разрешение на переезд, новости от родных – все проходило через тех, кто привез людей сюда и мог не услышать вовремя. Семьи с Понт-Инлета помогали знаниями высокой Арктики, но и они не превращали это место в легкое. Представьте дверь склада в полярную ночь. Собаки воют за домами. Внутри меньше ящиков, чем ожидали. До юга не дойти, море закрыто, а в темноте ребенок спрашивает, когда они поедут домой. Когда прошли обещанные 2 года, корабль не стал дорогой назад. В 1955-м на север привезли еще семьи. Самое трудное в этой истории не то, что Грейсфьорд выжил. Он выжил. Люди учились новой охоте, растили детей, строили дома, хоронили своих, держали язык и родство там, где государственный план видел в них прежде всего присутствие. Поэтому местным больно, когда поселок описывают только как ошибку. Для многих это дом. Но дом не отменяет того, как он начался. Спор о причинах тянулся десятилетиями. Власти говорили о помощи и снабжении, инуитские семьи напоминали об обещаниях, разлуке и голоде. В 90-е годы Королевская комиссия подробно разобрала эту историю и признала, что переселение причинило тяжелый вред. Позже было соглашение о компенсации. В 2010 году Канада принесла официальные извинения за переселение в высокую Арктику. Но извинения не возвращают первую зиму и не собирают обратно разделенные семьи. Оно только называет вещь своим именем. Грейсфьорд должен был доказать право на Арктику. В итоге он доказал другое. На карте нельзя рисовать людей как метки. Следующая остановка будет совсем иной, но вопрос останется тот же. Сколько стоит жизнь в месте, которое кажется невозможным? Первым адресом этого города была не улица, а скважина. К низкой платформе подходил катер, и на борт поднимали не только трубы. Мешки хлеба, бидоны с пресной водой, ящик с лекарствами. Иногда коробки с кинопленкой, потому что вечером людям хотелось не героизма, а обычного кино. Вокруг не было дворов и остановок, под ногами скрипел настил, а между досками виднелась черная Каспийская вода. Так начинались нефтяные камни, морской промысел у Апшерона, который после первой нефти в 1949 году перестал быть просто точкой для буровиков. Геологи и инженеры, среди них Ага Гурбан-Алиев, нашли нефть там, где привычная логика строительства почти не работала. Нельзя было проложить дорогу к поселку, рядом с месторождением было море. И решение вышло странным, но очень практичным. Если земля не подходит к нефти, значит землю надо собрать самим. Из свай, настилов, платформ и временных домиков. Сначала это была рабочая хитрость, потом появились общежития, столовые, медпункт, клуб.
Город рос не от площади, а от скважины, которой каждый день надо было вернуть людей живыми. Строить в Каспии середину прошлого века значило воевать не только с глубиной. Стальная свая уходит в дно, по ней бьет волна, соленая вода ест металл, ветер срывает работу крана. На бумаге платформа выглядит просто. Опоры, настил, буровая. На месте это грохот молота, мокрые рукавицы и ожидание, пока море позволит сделать следующий узел. Чтобы укротить волну, к промыслу подводили списанные суда и превращали их в защиту. Корабль, который вчера перевозил груз, теперь мог стать стеной для будущей гавани. Звучит как трюк, но смысл земной. Без тихого места катер не разгрузит хлеб, воду и смену, а без разгрузки промысел останавливается. Потом отдельные площадки связали эстакадами, и поселок стал похож на невозможный район. По узким дорогам над водой шли грузовики с трубами, пожарные машины, автобусы с рабочими. Водитель видел впереди серую ленту настила, сбоку волны, сзади цистерну. Ошибка была дороже, чем на суше. Разрыв эстакады означал не пробку, а отрезанный участок, где людям и аварийной бригаде уже не пройти напрямую. Быт на нефтяных камнях был не открыткой про экзотику, а общежитием, которое постоянно продувает. Человек возвращался со смены, снимал промасленную робу, шел в душ, ел в столовой и ложился спать с пониманием, что за стеной не улица, а море. Пресная вода приходила с берега, продукты приходили с берега, почта, запчасти, врачи, свежие люди на смену – все зависело от рейса и погоды. В хороший день это работало почти буднично. Катер пришвартовался, кран поднял груз, автобус забрал бригаду, в клубе крутили фильм. Но стоило Каспию разогнаться, и обычная жизнь становилась задачей. Еду надо распределить, воду беречь. Больного вывести не тогда, когда удобно, а когда можно. Смена, которая уже мысленно ехала домой, оставалась на платформе еще на сутки или больше. И над всем висел самый неприятный сосед – огонь. Нефть, газ, электрика, сварка и ветер не прощали беспечности. Поэтому здесь думали, как перекрыть линию, куда подать пену, где держать пожарный катер, какой путь останется свободным ночью. На суше пожар страшен. На эстакаде посреди моря он еще и режет дорогу назад. Почему же это не осталось временным лагерем? Потому что промысел требовал постоянства. Скважины надо обслуживать, трубы проверять, насосы слушать, металл красить снова и снова. Ржавчина здесь не фон, а ежедневная работа. Так вокруг буровых выросла инфраструктура, похожая на городскую. Спальные корпуса, столовые, мастерские, медпункт, кинотеатр, дороги с указателями и свои маршруты над водой. Важно не перепутать. Нефтяные камни были не курортом и не романтическим городом-призраком, каким их любят показывать на фотографиях. Это был рабочий организм. Он держался на людях, которые варили обед, чинили насос, принимали катер, вели автобус по эстакаде, следили за клапанами и возвращались в комнату, где за окном плескался Каспий. Самое удивительное здесь не длина дорог. Удивительно, что море на время заставили вести себя как промышленный район. Хлеб привозили по волнам, врача ждали по расписанию, кино включали после смены, а двор начинался сразу за перилами. Первый адрес этого места был скважиной, но жить там приходилось по-настоящему. Невозможное держалось не на чуде, а на смене, снабжении и крепко закрученных болтах. А дальше нас ждет другое место, где дом тоже пришлось собирать против здравого смысла. В Сьюэле ребенок мог выйти из дома с тетрадями и почти сразу оказаться на главной улице. Только улица была лестницей. Ступени уходили вверх между деревянными корпусами, краска на стенах выцветала от горного солнца, а где-то ниже взрослые уже шли к смене, не к автобусной остановке, а внутрь горы. Вот это и сбивает привычную логику. Обычно город строят вокруг дорог. Здесь дорога не поместилась. Склон Чилийских Анд был таким крутым, что машины стали лишними, и главным маршрутом оказалась большая лестница. По ней поднимались в школу, в магазин, в клуб, к врачу, домой. Сьюэл вырос над рудником Эль-Теньенте, одним из крупнейших подземных медных рудников мира. В начале 20 века компания Брейден Коппер пришла сюда за медью и быстро поняла простую вещь. Рабочих нельзя каждый день таскать через горы издалека. Значит, дом надо поставить прямо у шахты. Даже если для дома почти нет ровной земли. Снаружи Сьюэл мог казаться почти заботливым изобретением. Цветные дома на сваях, школа, больница, спортивные площадки, кино, клубы, лавки, столовые. Еду, доски и оборудование поднимала железная дорога, а внутри поселка все снова расходилось по ступеням. На высоте больше 2000 метров это было не роскошью, а способом удержать людей рядом с рудником. Но важно понять одну вещь.
В шахтерском городе компании удобства редко ходит одно. Жилье выдавали через работу. Размер комнаты, место в корпусе, доступ к услугам зависели от должности, семьи и правил фирмы. Потерял место в шахте, мог потерять и крышу. На склоне это чувствовалось особенно остро. Лестницы не просто соединяли кварталы, они раскладывали жизнь по уровню и статусу. Иностранные инженеры, служащие, рабочие семьи, холостые шахтеры – все жили близко, но не одинаково. Компания лечила, учила детей, устраивала досуг и одновременно задавала распорядок. Город получался домом, но дом этот работал как часть производства. Медь, ради которой построили Сьюэлл, не ждала людей на поверхности. Смена уходила в темноту тоннелей, где руду бурили, взрывали, грузили и вывозили наружу. Над городом могли висеть облака, дети могли играть у деревянных перил, но главная работа шла под ними. Подземной шахте нужны были не только руки, ей нужен был воздух. Свежий поток заводили в боковые тоннели, грязный и горячий выводили обратно, двери и вентиляторы направляли невидимое движение. Это звучит как мелочь, пока все идет правильно, но в шахте воздух становится маршрутом. Куда его направили, туда может пойти и дым. Вот почему город Лестниц имел вторую карту. Сверху были школа, больница, клуб и магазин. Снизу – ходы, камеры, вентиляционные пути и места, где ошибка могла за несколько минут уйти дальше человека. Забота компании заканчивалась там, где гора напоминала, кто задает условия. Самый тяжелый ответ пришел в июне 1945 года. В Эль-Тенденте случился пожар, и смертельным оказался не столько огонь, сколько дым и угарный газ. Люди в глубине могли сначала понять только одно – воздух изменился. Лампы еще светят, инструменты еще рядом, но дышать становится труднее, а привычный тоннель превращается в ловушку. Вентиляция, которая обычно спасала рабочее место от духоты, понесла отравленный воздух дальше по выработкам. Так катастрофа получила имя «Трагедия дыма». Обычно называют 355 погибших. После этого Сьюэлл уже нельзя было видеть только как странный город без обычных улиц. Его лестницы вели к школам и клубам, но утром по ним же уходили люди, чья безопасность зависела от решений под землей. Позже, когда жилье стали отделять от производства, работников переселили в район Ранкагуа, город опустел, а в 2006 году Сьюэлл внесли в список наследия ЮНЕСКО. Сегодня он выглядит как выцветшая промышленная открытка, только цена у нее настоящая. А дальше мы увидим другое невозможное место, где планировка снова диктовала повседневность. Но Сьюэлл держится в памяти проще. Дом, работа и риск были одним адресом. У этого дома не было двора, не было тропинки к сараю, забора, соседского окна, даже клочка земли, куда можно выйти и просто постоять. Только круглая каменная стена, люк, железная лестница вверх и вода до горизонта. Но каждый вечер кто-то должен был подняться к лампе и зажечь свет, потому что где-то в темноте шло грузовое судно. Это Стеннард-Рок на Верхнем озере. Маяк стоит не на острове, как удобно думать, а на рифе, который большую часть времени скрыт под водой. Для капитана это почти издевка природы. Вокруг огромное озеро, кажется, место сколько угодно, а прямо на пути лежит каменная спина, способная вскрыть корпус судна. Сначала здесь не было ничего, кроме опасной отметки на картах и плохой памяти моряков. Потом торговля по Великим озерам выросла, пошли рудовозы, пароходы, длинные рейсы между портами. Озеро стало дорогой. А на дороге нельзя оставить яму без знака, даже если это яма посреди ледяной воды. И вот здесь начинается странное. Чтобы предупредить суда, людям пришлось построить не просто фонарь, а жилье на камне, который едва показывался из воды. Инженеры под руководством Орландо По решали задачу почти упрямую. Как поставить тяжелую башню там, где нет строительной площадки? Камень, волна, ветер, короткий сезон работ – все против. Строительство на таком месте выглядело как работа с постоянно движущимся полом. Сначала нужно было закрепиться на рифе, доставить камень, металл, дерево, инструменты, людей. Любая баржа зависела от погоды. Волна могла сорвать день, а иногда и неделю. Не потому что кто-то ленился. Просто причалить к рифу на Верхнем озере в плохую погоду почти то же самое, что пытаться поставить стол в бегущей реке. Башню сделали массивной из камня с жилыми помещениями внутри. Это важная деталь. Смотритель не приходил на работу утром, он жил внутри самой машины, которая должна была спасать чужие суда. Внизу припасы, топливо, инструменты, выше комнаты, тесные проходы, лестницы, еще выше линза и лампа, ради которых все это вообще существовало. Каждый вечер начиналась не красивая церемония, а проверка.
Достаточно ли топлива, чистое ли стекло, не закоптилась ли горелка, правильно ли работает механизм, если свет должен иметь свой узнаваемый характер. Линза Френеля не была украшением. Она собирала слабый огонь и отправляла его далеко по воде, как аккуратный технический сигнал: «Здесь опасно, держись в стороне». А когда приходил туман, одного света было мало. Верхнее озеро умеет исчезать целиком. Судно идет, а вокруг не берег и не небо, а серая стена. Тогда включался туманный сигнал. Его нужно было обслуживать, слушать, кормить топливом и паром или воздухом в зависимости от оборудования периода. Для смотрителя это был не фон, это был звук ответственности, который нельзя проспать. Важно понять одну вещь. Одиночество здесь было не настроением, а расписанием. Если снабженческое судно не пришло, магазин за углом не появлялся. Если заболел помощник, смена не сокращалась. Если шторм держал озеро несколько дней, башня превращалась в вертикальную комнату ожидания, где все звуки идут через камень. Ветер бил в стены, брызги замерзали на металле, вода хлопала по основанию. Человек мог знать, что башня рассчитана на это, и все равно прислушиваться ночью. Потому что знание чертежей не отменяет звук волны, которая ударяет в твой дом. Особенно, когда под домом нет земли. Снабжение было отдельной операцией. Ящики с едой, бочки, уголь или другое топливо, детали для ремонта, почта, иногда люди на смену. Все это нужно было передать с судна на маяк в окно погоды. Не красиво, не торжественно, просто быстро и точно, пока волна позволяет. Один неловкий момент, и груз мокнет, бьется, уходит в воду. Самая неприятная часть такой жизни в том, что героизма почти не видно. Никто на берегу не аплодирует чистому стеклу. Никто не замечает, что фитиль подрезан вовремя, что механизм не остановился, что сигнал в тумане звучал всю ночь. Но капитан, проходящий мимо рифа, зависел именно от этих мелочей. От рук человека, который наверху протирал линзу, пока вокруг не было ничего, кроме воды. Со временем техника менялась. Менялись лампы, сигналы, способы связи, сама маячная служба. Но суть удаленного маяка долго оставалась прежней. Пока автоматике еще нельзя было доверить все, человек жил там, где нормальная логика жить не советует. Он следил, чтобы транспортная система озера не натыкалась на невидимый камень. Стеннард-Рок часто называют одним из самых одиноких маяков Великих озер. И это не просто красивая фраза. У многих маяков был берег, поселок, тропа, хотя бы иллюзия соседей. Здесь граница была резкой. Внутри тепло лампы и запах топлива. Снаружи холодная вода, туман и расстояние, которое нельзя пройти пешком. В этом месте хорошо видно, как устроена старая навигация. Она держалась не только на картах и инженерных расчетах. Она держалась на людях, которые соглашались повторять одни и те же действия без права на эффектную ошибку. Зажечь, проверить, почистить, послушать, записать, снова проверить. Простые глаголы. Очень дорогие, если их пропустить. Поэтому дом на Стеннард-Рок кажется невозможным только на первом взгляде. На втором он становится понятнее и тяжелее. Это не дом мечтателя над волнами. Это рабочее место внутри каменной трубы, поставленной на риф ради тех, кто даже не увидит лица смотрителя. Ночью им был нужен один огонь, и кто-то должен был не дать ему погаснуть. А дальше у нас будет место, где невозможность выглядела уже не как вода вокруг стен, а как сама земля под ногами. Сегодня к Шокланду можно прийти пешком через ровные поля. Не на лодке, не по дамбе, а просто по дороге среди картофельных участков и канав. И вот странность. Это место выселили из-за моря. Людей заставили покинуть остров, потому что вода подбиралась к дверям, а теперь вокруг бывшего острова шумит не прибой, а ветер в траве. На 16-й остановке нашего выпуска важно удержать именно этот перевернутый кадр. Черные деревянные дома стоят на бугре, рядом церковь, чуть ниже бывшая гавань. Если не знать историю, можно подумать, что это аккуратная музейная деревня. Но когда-то сюда возвращались рыбаки из Зёйдерзе, лодки цеплялись у самого крыльца, а серое небо висело так низко, будто у дома вообще не было запаса высоты. Остров не исчез за одну ночь, он сдавал сантиметр за сантиметром. Берег крошился, штормы съедали защиту, вода приходила туда, где утром сушили сети. Самое неуютное в этой истории не потоп. Не было одного большого кадра, после которого все стало ясно. Было много обычных дней, когда пол скрипел от сырости, хлеб зависел от улова, а кладбище тоже нужно было защищать от волны. Шокланд держался не на романтике, а на насыпи под ногами.
В Нидерландах такие холмы называли терпами. Для жителей это была не древняя технология из учебника, а ответ на простой вопрос – где поставить кровать, чтобы ее не забрала вода. Дом поднимали выше, двор подсыпали, дорожку к церкви подправляли снова и снова. Внизу оставались соль, ил, мокрые доски, бочки, лодки, козы и вся мелкая работа, без которой остров быстро превращался в открытую мишень. Дамбы вокруг Шокланда были маленькой линией между кухней и Зёйдерсе. Их чинили после штормов, укрепляли камнем и деревом, закрывали слабые места, пока хватало рук и денег. До закрытия Зёйдерсе море было внутренним только на карте. В плохую погоду оно вело себя как широкая тяжелая вода, способная загнать волну прямо в поселок. Водное управление здесь означало очень бытовую вещь. Кого защищает дамба, тот платит и выходит на ремонт. Но бедная рыбацкая община не похожа на богатый город за стеной. Один плохой сезон, несколько сломанных участков, и общий кошелек пустеет быстрее, чем уходит вода из погреба. Поэтому каждый новый шторм был еще и счетом, который надо чем-то закрыть. Постепенно у Шокланда появилась проблема, которую нельзя было засыпать с новой тачкой земли. Остров уменьшался. Когда вода съедает край, она забирает не абстрактную линию на карте. Она забирает место для сарая, проход к лодке, сухой угол для дров, кусок почвы рядом с могилами. Люди привыкают к тревоге, и это тоже ловушка. После очередного ремонта кажется, что можно протянуть еще зиму. Потом приходит следующая буря, и все начинается сначала. Власти видели не героическую общину, а опасное и бедное место, которое постоянно просит защиты. В 1859 году решение стало жестким. Жителей должны были вывести с острова. Их было примерно 6 сотен. По местным спискам число немного меняется, потому что считали семьи, приходы и переезды не всегда одинаково. Но суть не меняется. Рыбакам, вдовам, детям, старикам сказали, что жить здесь больше нельзя. Представьте не панику от ночной волны, а утро с узлами у двери. В лодку кладут сундук, инструмент, одежду, котелок, сверток с бумагами. Человек оборачивается на черный дом и понимает странную вещь. Море не забрало его прямо сейчас. Его забрала бумага, потому что море забирало слишком долго. После выселения Шокланд не стал мертвым сразу. На бывшем острове еще оставались служебные постройки, смотрители, огни для судов, церковь и память о поселках. Но община уже была разобрана по берегам. Одни уходили в Кампен, другие в соседние места у воды, и это был не просто новый адрес. У людей менялась работа, приход, привычная дорога к могилам. Потом Нидерланды сделали то, что для старого Шокланда прозвучало бы почти невероятно. В 1932 году Зёйдерсе перекрыли большой дамбой, и соленая угроза стала озером. К 1942 году северо-восточный польдер окружил бывший остров сушей. Вокруг выровняли поля, провели дороги, нарезали канавы. Туда, откуда людей увели из-за воды, теперь можно приехать на велосипеде по земле, которая раньше лежала под волной. Но это не отменило выселение. Вода ушла слишком поздно для тех домов, семей и привычек. Шокланд сегодня часто показывают как красивый знак борьбы голландцев с морем. Только борьба здесь не была лозунгом. Она стоила мокрого пола, ремонта дамбы, невыгодного улова, тревоги за кладбище и переезда без возвращения. Остров спасли как место на карте. Деревни уже нет. Шокланд потеряли раньше, чем исчезло море. А дальше нас ждет другое место, где люди тоже жили так, будто здравый смысл уже сдался. Монета лежит на ладони, как обычная мелочь для рынка. Легкая, тусклая, с выбитым названием кулиона. Но ее смысл был не только купить рис или мыло. Ее смысл был не уйти с острова. Если такая монета оказывалась в чужом кармане за пределами колонии, она сразу выдавала место, откуда пришла. В начале 20 века на Филиппинах болезнь контролировали даже через деньги. Не только тело человека считали опасным. Опасной становилась его сдача. На причале Кулиона люди сходили с лодок с узлами, жестяными коробками, иногда с детьми на руках. В 1906 году сюда привезли первых пациентов с лепрой, и это не было обычной поездкой в больницу. Остров у Палавана американская колониальная администрация выбрала как отдельный медицинский мир, достаточно далекий от больших городов. Белые корпуса, склады, бараки, церковь, потом рынок. Снаружи это называли заботой о здоровье. На досках причала это выглядело проще. Лодка разворачивается назад, а человек остается. Важно понять одну вещь. Санитарные врачи той эпохи не просыпались желанием разрушать семьи. Они видели болезнь, которой боялись целые деревни и почти не имели надежного лечения. Палочку Хансена уже знали, но бытовые представления о заражении оставались грубыми. Люди боялись общей чашки, рукопожатия, монеты, скамейки.
Сегодня мы знаем, что лепра не прыгает от случайного касания. Ей обычно нужна долгая близость с нелеченным человеком, и большинство людей к ней мало восприимчивы. Тогда эта разница терялась в панике. Механика была холодной. Филиппинская служба здравоохранения искала больных по провинциям. Врач смотрел пятна на коже, узлы, потерю чувствительности в пальцах. Потом имя попадало в список. А список уже вел к пристани. Если человек сопротивлялся, рядом с медициной появлялась власть. Местный чиновник, полицейский, печать на бумаге. На Кулионе его ждали палата, перевязки, масло чалмугры, от которого ждали больше, чем оно часто могло дать. Изоляция могла снижать риск передачи, но цену за нее платили не микробы, ее платили люди. И вот здесь Кулион перестает быть простой страшной картинкой. Внутри запрета люди начали строить почти обычный город. Кто-то стирал белье у дома, кто-то продавал рыбу и бананы на рынке, кто-то работал в мастерской, ходил на службу, спорил с соседом из-за мелочей. Болезнь не отменяла утро, голод, в любовь и раздражение. Она только ставила над всем этим невидимую ограду. В 1913 году в колонии появились особые монеты. Причина звучала практично, чтобы деньги не уходили наружу и не пугали людей за пределами острова. В этом была и медицинская ошибка, и бюрократическая логика. Монету легче пометить, чем объяснить, что страх преувеличивает риск. Так у Кулиона появилась экономика с клеймом. Самое тяжелое начиналось дома. В колонии создавались семьи, рождались дети, и здоровых детей часто старались держать отдельно от больных родителей. Для отчета это выглядело как защита. Для матери или отца это был новый запрет в обычном дне. Ребенка нельзя просто обнять и оставить рядом. Потом медицина наконец догнала людей, которых уже успели запереть. В 40-х годах сульфоновые препараты начали менять лечение лепры. Болезнь перестала звучать как приговор без выхода, а старые правила изоляции стали трещать. Но дверь не открывается сразу только потому, что в аптеке появилась новая таблетка. Остаются законы, привычный страх, старые списки, могилы, браки, дети, выросшие отдельно. Кулион постепенно перестал быть только колонией для больных и стал городом с памятью о ней. В музее и архивах там хранят монеты, фотографии, журналы учета, вещи из больничной жизни. Они не дают упростить эту историю до одной фразы. Да, раннее здравоохранение пыталось остановить заражение и иногда спасало тех, кого дома могли бросить без помощи. И да, та же система превращала диагноз в адрес, а адрес в границу. Просто удержите эту картину. Человек покупает на рынке еду, несет ее домой, здоровается с соседями, живет почти как все. Только его деньги не должны покинуть остров. В Кулионе граница лежала даже в кармане. А дальше нас ждет место, где обычный дом тоже станет испытанием на право жить. Дверь открывается внутрь синего коридора, и человек с подносом притормаживает. Косяк опять повело. Вчера дверь закрывалась мягко, сегодня цепляет металл. За ней не бетонный бункер, а столовая, койки, мастерские, таблички на дверях и пар от горячей еды. Только весь этот быт спрятан под гренландским снегом. Сверху нет улиц и крыш. Есть белая равнина, ветер и ледяной щит. В 18-й точке нашего выпуска люди жили как в подземном городке, но главным врагом была не метель. Метель оставалась снаружи. Хуже было другое. Лед вокруг лагеря каждый день двигался и сжимал пустоты. Кэмп Сентури американские военные задумали как доказательство, что на краю мира можно построить базу с теплом, светом и распорядком. Инженеры прорезали в снегу длинные траншеи, ставили рифленые металлические арки, накрывали их снегом и заводили внутрь кабели, трубы, людей. Снаружи почти ничего, внутри коридорный город. И заедающая дверь означала, что город уже спорит с местом, куда его аккуратно закопали. Лагерь вырос на северо-западе Гренландии в разгар холодной войны, когда Арктику считали не пустотой, а короткой дорогой для чужих самолетов и ракет. Официально здесь проверяли, как жить на ледяном щите. Ученые бурили лед, военные испытывали технику, механики держали в порядке кухню, душ и электрику. Воду добывали из снега, тепло гнали по трубам. В столовой пахло кофе, жиром и мокрыми куртками. Почти уютно, если забыть, что за стеной не кирпич, а снег, которому нельзя приказать держать форму. Самой дерзкой деталью стал реактор PM2A. Небольшую атомную установку привезли по частям, собрали под защитой тоннелей и дали лагерю электричество и тепло. Но это не батарейка, которую поставил и забыл. Операторы дежурили у красных приборов, воду очищали, записи вели аккуратно, ремонт требовал дисциплины.
Реактор должен был снизить зависимость от дизеля, который приходилось тащить по льду, а за официальной задачей стояла другая. Тоннели проверяли как возможную основу для проекта Iceworm – сети ходов, где теоретически могли прятаться ракеты. Трещина была не в металле, а в самой идее. Ледник кажется неподвижным, пока смотришь на ровную белую поверхность, но ледяной щит не лежит мертвым грузом. Под собственной тяжестью он медленно течет к краям Гренландии. Не как обычная река, а как твердая масса, которая годами меняет форму. Вырежи в ней пустоту, и давление начнет эту пустоту закрывать. Арка чуть проседает, стена выдавливается внутрь. Пол может подняться или уйти с перекосом. Все это без громкого обвала, почти незаметно, по миллиметрам и сантиметрам. От этого только хуже. В Camp Century инженеры мерили проходы, подрезали снег, ставили подпорки, поправляли трубы. День мог начаться не с полярной романтики, а с вопроса, почему дверь снова трёт. Под белой пустыней горит свет, в реакторном отсеке следят за стрелками, на кухне идет пар, а вокруг весь город сжимают стены, которых не видно с поверхности. Для казармы это мучительно, для ракетной сети на огромные расстояния почти приговор. Лёд не запрещал строить, он требовал бесконечно переделывать. Когда стало ясно, что тоннели не хотят оставаться тоннелями, военная мечта потеряла блеск. Реактор вывезли, топливо тоже, а лагерь через несколько лет оставили льду. Не было сцены, где город мгновенно погибает. Все проще. Без людей, которые режут, чинят, выравнивают и откапывают, такая база становится добычей для медленной машины. Арки уходят глубже, коридоры закрываются, предметы прячутся в толщу щита. Долгое время это казалось удобным финалом. Снег сверху накапливается, значит, все спрятано навсегда. Но холодная война оставила под ледяной крышей не только железо. Там остались сточные воды, остатки горючего, строительные материалы, химические загрязнения и следы большого лагеря. Позже климатологи показали неприятную вещь. Если потепление меняет баланс снега и таяния, ледяной щит перестает быть надежным сейфом. То, что считали вечным захоронением, может снова попасть в движущуюся воду и выйти наружу. Camp Century помогал изучать лед, и тот же лед объяснил, почему город нельзя просто заморозить в прошлом. Он не стоял на месте ни одного дня. Следующее место будет другим, но вопрос тот же. Что делает дом, когда сама земля под ним не обещает неподвижности? Монета в ладони выглядела почти обычной. Круглая, легкая, с номиналом, который можно было протянуть лавочнику за рис или мыло. Только расплатиться ею за пределами острова было нельзя. Для Кулиона такие деньги выпускали не для коллекционеров и не для красоты. Обычная монета считалась возможным мостом наружу. Из больничной кассы в лодку, из лодки на рынок, а вместе с ней, как тогда боялись, могла уйти болезнь. Поэтому мост разрезали прямо в металле. Своя монета ходила только внутри закрытого острова. И вот здесь странность становится больше самой монеты. Если у места есть деньги, лавки, зарплаты и сдача, это уже не просто палата. В начале 20 века на филиппинский Кулион начали свозить людей с болезнью Хансена, которую тогда назвали проказой. Человек мог жить в деревне, работать, растить детей, а потом после осмотра получить не рецепт, а дорогу к пирсу. Белые больничные корпуса на берегу выглядели аккуратно, почти мирно. Но для тех, кто сходил с лодки, остров часто означал одно – назад никто не обещал. Чтобы понять Кулион, важно не искать в нем только страшную легенду. Это был рабочий механизм колониальной санитарной политики. Американская администрация на Филиппинах унаследовала старый страх перед проказой и превратила его в закон, расписание судов и план застройки. Санитарные врачи, среди них Виктор Хайзер, считали, что болезнь нужно остановить через отделение больных от всех остальных. Сейчас мы знаем, что болезнь Хансена лечится и обычно не передается от случайного прикосновения. Тогда надежного лекарства не было, а масло чоуль-мугры давало надежду не всем и не сразу. Поэтому диагноз работал как замок. Инспекторы собирали списки, местные власти помогали искать больных, семьи уговаривали или заставляли прощаться. В отчетах это называли изоляцией. В жизни это могло быть утро, когда человек складывал в узел рубашку, смотрел на дом и не знал, увидит ли его снова. Страх получил форму. Приемный пункт, бараки, больницы, отдельные причалы, кладбища. Архитектура не просто обслуживала лечение, она делила мир на тех, кто может уйти, и тех, кто остается. Но люди не умеют годами жить только как диагноз. На Кулионе стали собирать город из того, что разрешала система. Появились мастерские, огороды, склады, школа, полицейская служба из пациентов, церковная площадь, маленькие лавки.
Кто-то чинил крыши после тропического ливня, кто-то учил детей читать, кто-то получал пайку, заработок, сдачу той самой островной монетой. И каждый такой обычный жест звучал двояко. Купить мыло было нормально, но монета напоминала, что твоя нормальность не должна выйти за санитарную границу. На острове заключали браки, ссорились на рынке, работали в больнице помощниками, хоронили близких. Самыми тяжелыми были не белые стены, а разлуки. Младенцев могли забирать в отдельные ясли, чтобы снизить риск заражения. Для санитарного врача это была мера предосторожности. Для родителя это была рука, которую нельзя удержать. В день прихода нового судна город будто проверял сам себя. На пирсе скрипели доски, люди сходили с вещами, старожилы молча смотрели, кто привезен. Новые еще искали глазами обратную лодку. Старые уже знали, что сначала надо показать, где вода, где кухня, где можно купить рис. Так карантин переставал быть временной мерой. Он становился адресом. Самый тихий поворот случился не в порту, а в медицине. Болезнь Хансена постепенно перестала быть приговором без понятного ответа. Сначала врачи пробовали долгие и тяжелые курсы, потом в середине 20 века появились препараты сульфонового ряда, а позже лечение стало еще надежнее. И вся старая логика перестала держаться. Если человека можно лечить и наблюдать без ссылки на остров, зачем держать город за замком? Кулион не исчез мгновенно, такие системы не умеют исчезать аккуратно. Остаются дома, могилы, привычки, люди, которым просто некуда возвращаться. Но смысл места менялся. Из огромного лепрозория он шаг за шагом переходил к обычной медицине, наблюдению, клиникам и памяти. Сегодня в музейных витринах лежат те самые монеты, маленькие и почти спокойные. Они не кричат о боли. Они показывают, как далеко может зайти страх, когда его переводят на язык правил. На Кулионе карантин стал городом, а деньги стали частью стены. Дальше у нас будет другое невозможное место, но эту монету стоит запомнить. Иногда граница помещается в ладони. Адрес здесь мог звучать не как улица, а как лестница. Утром человек выходил из деревянного дома, проверял каску, застегивал куртку и шел не к дороге, а вверх или вниз по ступеням. Машина у подъезда была бы почти шуткой. Ровного места не хватало даже для привычного квартала, и город цеплялся за склон, как полка за стену. Это Сьюэл, высоко в чилийских Андах над медной шахтой Эль-Тиньенте. Наша 20-я остановка выглядит красиво только издалека. Цветные дома, снежный воздух, линии крыш одна над другой. Но главное здесь не открытка. Главное в том, что несколько тысяч людей годами жили там, где обычная городская логика сразу ломается. Нет проспекта, по которому развозят продукты, нет двора, куда спокойно выкатывают коляску. Есть центральная лестница, узкие проходы, рельсы, склады и постоянный расчет ногами. До школы, до лавки, до смены в шахте – все через подъемы и спуски. И это не был туристический каприз. Так медь заставила построить целый быт. В начале 20 века Сьюэл рос не потому, что людям понравился вид на горы. Рядом лежала огромная подземная медная жила, и компании Брейден Коппер нужны были рабочие близко к штольням. Дорога из долины занимала силы и время, погода могла закрыть перевалы, а шахта не ждала. Значит, жилье надо было ставить прямо у работы. Так появился город компании. Дом, больница, школа, магазин, клуб, даже развлечения – все держалось на одном работодателе. Для шахтера это было удобно и тесно одновременно. Ты получал крышу, врача, место для детей в школе. Но вместе с этим твоя семья жила внутри той же системы, что выдавала смены и зарплату. Если работа останавливалась, останавливался и город. На крутом склоне это чувствовалось особенно ясно. Продукты поднимались поездом и дальше расходились по лестницам. Уголь, инструменты, мебель, мешки с мукой. Каждая вещь проходила маршрут, который в обычном городе занял бы пару минут на грузовике. Здесь же груз сначала доезжал по рельсам, потом его перехватывали люди. Город работал, пока все эти руки не ошибались. Самая странная часть Сьюэла начиналась после смены. Шахтер снимал пыльную одежду, выходил из производственного шума и все равно оставался как будто внутри шахты. Те же рельсы рядом, те же сигналы расписания, те же лица на лестнице, только уже с покупками или школьными тетрадями. Дети учили дорогу телом, где ступени обледенели, где удобнее держаться, где лучше не толпиться после снегопада. Зимой Анды не делали скидок, а в узком городе ошибка быстро превращалась в проблему для всех. Даже праздник здесь подчинялся рельефу.
Люди встречались на площадках, в клубе, у кинотеатра, возле магазина, но путь между этими точками всегда шел через высоту. Внизу могла быть долина, светлая и широкая, а здесь каждый метр был занят работой, жильем или проходом. Важно понять одну вещь. Сьюэлл не был просто поселком при шахте. Он был продолжением машины, которая добывала медь. Только часть этой машины выглядела как школа, больничный коридор и лестница к дому. И вот здесь становится неуютно. Город, построенный ради близости к шахте, начал мешать той же логике, которая его создала. Производство росло, транспорт менялся, безопасность и расходы считали уже иначе. В 60-е годы началось переселение в долину, Кранкагуа. Его часто связывают с программой «Операция Долина», когда рабочие семьи постепенно выводили с горы в обычные районы, где были дороги, дворы и место для расширения. Для компании это выглядело разумно. Людей можно возить к шахте, а город на склоне больше не надо кормить как отдельный организм. Для жителей это было не так ровно. Уезжали не из барака, а из места, где каждая лестница уже знала их день. Представьте последний выход из квартиры. Ящик с посудой, свернутые одеяла, ребенок смотрит вниз на ступени, по которым ходил в школу. Двери закрываются одна за другой. На площадках тише. Магазину уже не нужен прежний поток. Шахта остается, медь уходит наружу, а город людей постепенно пустеет. Позже Сьюэлл сохранят как редкий памятник горного города и внесут в список ЮНЕСКО. Но его главный урок не в красивых фасадах. Здесь видно, как промышленность может построить дом, школу и лестницу к ним, а потом решить, что все это временно. Сьюэлл не умер сразу. Его просто перестали поднимать по лестнице. А дальше нас ждет другое место, где дорога домой тоже оказалась главным испытанием. На Мегинго люди платили не за вид на воду. Вид там был у всех, потому что вокруг одна вода. Платили за другое, чтобы лечь спать рядом с лодкой и утром не тратить лишний час на путь к богатым местам. В тумане озера Виктория эта логика кажется безумной. Перед тобой не остров в привычном смысле, а темная скала с жестяными крышами, приставшими друг к другу так плотно, будто их сложили в ящик. Между лачугами проходят боком. В проходе пахнет рыбой, дымом, мокрыми сетями и дизелем. Лодки трутся бортами у берега, а на крышах видны флаги и ржавые листы железа. Обычно остров ценится землей, тенью, пляжем, хоть каким-то простором. Здесь ценился край, к которому можно привязать лодку. Сюда не едут за тишиной, сюда приезжают за нильским окунем. Эта рыба сделала маленькую точку на карте дорогой. Рыбак возвращался ночью, продавал улов перекупщику, платил за место, за еду, за хранение снастей, иногда еще и за разрешение работать. И чем ближе была скала к улову, тем сильнее она превращалась в город без улиц. Самое странное, что рядом воды бесконечно много, а земли почти нет. Чтобы понять, почему люди не разошлись по берегам, надо смотреть на рыбу, а не на скалу. Нильский окунь крупный, мясистый, дорогой для местного рынка и для вывоза дальше. Туда, где его уже видят не как озерную добычу, а как филе в коробке со льдом. Рыбак на озере живет не красивой географией, он живет расстоянием. Если идти от дальнего берега, лодка теряет время, топливо и силы команды. Если швартоваться на Мегинго, путь короче, а ночь становится рабочей, не потерянной. И еще важнее, лодку надо где-то прятать от ветра, воров и темноты. Голая скала вдруг оказывается безопаснее пустой воды. Улов нельзя долго держать под солнцем, его надо быстро выгрузить, взвесить, перепродать, отправить дальше. Поэтому на Мегинго появились не только хижины. Нужны были столы, весы, канистры, лавки, печки, места для сетей, зарядка для фонаря, крыша над головой. Каждая вещь просила свой кусок земли. И кусок быстро становился товаром. Не земля кормила людей, кормила рыба. Но деньги оседали на каждом метре между водой и крышей. Потом в эту тесноту вошла граница. На бумаге линия между Кенией и Угандой должна была спокойно пройти через озеро, но на воде линия не видна. Видны моторы патруля, флаг над постом и человек, который требует лицензию. Одни лодки приходили с кенийского берега, другие с угандийского, а рыба не спрашивала паспорт. Для карты Мегинго почти точка, для сбора денег этого хватало. В газетах тех лет остров часто появлялся именно так. Рыбаки спорят, кому платить, а полицейские двух стран смотрят на одну и ту же скалу, как на свой участок. Совместную проверку границы запускали в 2009 году, и даже это не убрало нерв полностью. Потому что спор шел не только о камне. Камень был кассой у рыбных мест. Кто контролирует пристань, тот собирает сборы, проверяет лодки, решает, чьи сети законные, а чьи можно задержать.
Для рыбака государственная граница превращалась в бытовую мелочь с большой ценой. Сегодня ты платишь за место под крышей, завтра еще за разрешение. Послезавтра доказываешь, что твоя лодка не чужая. И при этом ты не можешь просто уйти. Тогда уйдет улов, команда, заработок и безопасность ночной стоянки. Вечером Мегинга раскрывает свою настоящую форму. Над водой вспыхивают лампы, лодки уходят темными цепочками, а в проходах остается шум маленького рынка. Кто-то чинит сеть у стены, кто-то тащит пластиковую канистру, кто-то ждет покупателя с весами. Дом здесь не столько дом, сколько место не потерять позицию. Кровать, мешок с вещами, мокрая одежда, ведро, общий туалет у края скалы. Неловкая цена за близость к рыбе. Население менялось от сезона к сезону, поэтому точное число всегда скользит, но смысл не в рекорде. На Мегинга плотность родилась из цепочки решений, каждая из которых по отдельности выглядит разумно. Поставить крышу ближе к лодке, оставить мотор там, где его легче сторожить. Заплатить сбор, чтобы не спорить с патрулем ночью. Продать улов сразу, пока он свежий. Так скала обросла жестью, флагами, лавками и чужими претензиями. Мегинга не ломает карту размером, он показывает, как рынок может сжать жизнь до ширины прохода. Здесь жили не вопреки логике, а слишком близко к ней. А дальше будет другое место, где невозможным казался уже не остров, а сам способ держаться на земле. В нормальном городе кровать заносят после того, как есть улица, дверь и сухой пол. На нефтяных камнях порядок пришлось перевернуть. Сначала над серо-зеленой водой появился настил, потом буровая, потом затопленные списанные суда, поставленные как грубая защита от волны. Только после этого у рабочего возникло место, куда можно было поставить железную койку. И это, пожалуй, самая честная точка входа в эту историю. Город начался не с фундамента, а с попытки уговорить море держать человека хотя бы ночь. Каспий здесь не похож на курортную открытку. Ветер гонит соль, волна бьет снизу, металл мокнет даже тогда, когда дождя нет. К концу 1940-х далеко от берега Азербайджана уже искали нефть прямо на морских камнях, которые называли черными. В 1949 году эта затея дала первую нефть. За проектом стояли советские нефтяники и инженеры, среди них Сабит Оруджев и Юсиф Сафаров. Им нужен был не красивый рекорд, им нужна была нефть, до которой береговые вышки уже не дотягивались. И вот здесь начинается странность. Чтобы добывать ее в море, люди построили не просто платформу. Они собрали рабочий поселок, где двором был шторм. На суше поселок растет почти сам собой. Дорогу протянули, дом поставили, магазин привезли. Здесь каждая простая вещь становилась инженерной задачей. Стальные сваи забивали в дно, сверху клали балки и настилы, а между ними тянули эстакады. Эта дорога не лежала на земле, она висела над водой и должна была выдержать грузовик, трубу, цистерну, усталого человека в ватнике и удар боковой волны. Буровые ставили там, где геологи ожидали пласт, но жить рядом с буровой тоже надо было. Поэтому рядом возникали общежития, столовая, мастерские, дизельные, склады, медпункт. Хлеб сюда не просто доставляли. Его везли морем, перегружали, берегли от сырости, а потом развозили по настилам как важную деталь смены. Если связь с берегом рвалась из-за погоды, поселок сразу вспоминал, что он не город, а остров без земли. Рабочий мог утром выйти из корпуса и идти к вышке по узкой дорожке, под которой не асфальт, а Каспий. Уронил гайку, она исчезла. Ошибся ногой, цена была совсем другая. Самое обманчивое в нефтяных камнях – фотографии с ночными огнями. Издалека это почти романтика. Черное море, цепочка фонарей, окна над водой. Но вблизи первым героем становится ржавчина. Соленая влага залезает в швы, под краску, в болты, в лестницы. Море не спорит с инженером громко, оно просто каждый день снимает с металла тонкий слой уверенности. Поэтому жизнь там держалась не на одном великом решении, а на бесконечном ремонте. Подтянуть, заменить, подварить, проверить опору после шторма. Современная морская платформа старается быть компактной крепостью. Нефтяные камни выросли раньше, широкой сетью свай, настилов и дорог. Чем больше сеть, тем больше мест, где она может устать. В плохую погоду это чувствовалось телом. Ветер давил в плечо, перила дрожали под ладонью. Волна ударяла вниз эстакады, и где-то глухо отзывался лист металла. Человек в общежитии мог смотреть в темное окно и понимать, до берега не выйти, не уехать, не свернуть за угол на другую улицу. Вокруг только рабочий город и вода, которая терпит его временно. Со временем поселок на воде оброс привычными словами, которые звучат почти нелепо в открытом море. Улица, столовая, клуб, почта.
Комнаты с кроватями, мокрые сапоги у двери, смена, которая ждет горячий суп. Нефтяные камни стали одной из ранних больших школ морской добычи. Как подвести энергию, как возить людей, как не остановить бурение, когда берег далеко и погода решает за диспетчера. Но у такого города не бывает окончательной победы. Стареют сваи, устают сварные швы, дорожные пролеты требуют все больше внимания. Часть старых эстакад позже закрывали или разбирали, часть оставалась ржавой линией над водой. Это не отменяет масштаба замысла, просто показывает его цену. Советская инженерия на Каспии смогла сделать невозможное почти бытовым. Человек просыпался, шел на работу, ел в столовой и спорил о мелочах там, где по обычной логике не должно быть даже пола. Но море не становилось двором. Оно каждое утро снова проверяло, насколько крепко город пришит к его поверхности. Следующая остановка будет другой, но вопрос останется тем же. Сколько усилий нужно, чтобы человек назвал опасное место домом? В этом городе можно было пойти в театр, попасть в больницу, отвезти ребенка в школу. Но нельзя было просто свернуть на улицу к своему дому. Улицы в привычном смысле здесь почти отсутствовали. Поезд привозил людей к склону, а дальше жизнь продолжалась вверх. Или вниз, по ступеням. Представьте обычный вечер после смены. Мужчина выходит из вагона, в руке обеденный контейнер, на ботинках пыль рудника. Он видит не проспекты, не ряд дворов, а деревянные дома, прилепленные к горе, и лестницу, которая сразу забирает дыхание. Еще немного выше – магазин, еще выше – жилье, где-то сбоку – школа. И все это не декорация, а нормальный маршрут домой. Это Сьюэл, шахтерский поселок в чилийских Андах, рядом с огромным медным рудником Эль-Теньенте. Его потом прозовут городом лестниц, и прозвище не будет преувеличением. Здесь горная логика победила городскую. Если на равнине человек сначала рисует улицу, а потом ставит дома, то в Сьюэле сначала была руда, склон и железная дорога. Остальное пришлось подчинить им. Самое странное, что город не выглядел ни бедным лагерем, ни временной стоянкой. Яркие фасады, клубы, школа, больница, служебные здания. Компания строила не просто бараки для рабочих, а целый мир возле шахты. Только этот мир был поставлен почти вертикально. И вот здесь становится неуютно. Удобство для производства легко превращалось в ежедневное испытание для тела. Чтобы понять Сьюэл, важно забыть слово «город» на минуту. Это был комбинат, который научился выглядеть как город. В начале 20 века американская Braden Copper Company начала развивать добычу меди высоко в горах. Рабочих надо было где-то селить, кормить, лечить, учить их детей и доставлять к шахте. Каждый лишний час дороги стоил денег, значит, поселок должен был стоять рядом с рудой. Но рядом с рудой не было удобной равнины. Были узкие площадки, обрывы, снег, ветер и склон, на котором обычная сетка кварталов просто не держалась. Поэтому дома ставили террасами. Корпуса вытягивали вдоль горы. Между ними прокладывали лестницы, переходы, площадки. Железная дорога стала главным входом, а ступени стали внутренними улицами. Для инженера это могло выглядеть разумно. Руда идет вниз к переработке и транспорту, люди живут близко к месту работы, компания контролирует жилье, снабжение, досуг, больницу, школу. Все рядом, все связано одной производственной задачей. Но для семьи эта схема звучала иначе. Купил продукты, неси их вверх. Ребенок опоздал на урок, беги по лестнице. Старик заболел, путь к врачу уже сам по себе испытание. Обычная городская прогулка превращалась в расчет сил. Выход из дома не был нейтральным действием. Он означал спуск, который потом придется вернуть подъемом. Даже детские игры зависели от ступеней и площадок. Мяч не просто укатывался, он мог исчезнуть на несколько уровней ниже. В таком месте топография воспитывала людей не хуже школы. Снаружи Сьюэл мог казаться почти игрушечным. Яркие стены на темной горе, ровные ряды окон, лестницы как линии на чертеже, но внутри это была строгая система. Поселок делился не только по высоте, но и по роли человека в производстве. Где-то жили рабочие, где-то специалисты, где-то располагались служебные здания. Компания давала крышу над головой, но вместе с крышей давала правила. Так устроены многие промышленные поселки. Работодатель становится не только тем, кто платит зарплату. Он решает, где ты спишь, где лечишься, где покупаешь вещи, как добираешься до работы. В Сьюэле эта зависимость была особенно заметной, потому что выйти из системы было трудно даже физически. Внизу поезд, вокруг горы. Между домом и внешним миром не площадь, а расписание, рельсы и лестницы. И все же люди там жили десятилетиями, не просто терпели,
Женились, учились, ходили на представления, лечились, ругались с соседями, отмечали праздники. Город на склоне постепенно обрастал привычками. Кто-то знал, на какой площадке лучше перевести дыхание, кто-то заранее выбирал маршрут, где меньше ветра. Дети росли с ощущением, что ступени – это такая же часть двора, как скамейка или дверь подъезда. Кульминация здесь не в одном взрыве и не в одной аварии, она в повторении. Утро за утром гремит поезд, рабочие расходятся по переходам. Женщина с сумкой придерживает ребенка на мокрых ступенях. Врач поднимается к больному не по улице, а по лестничной жиле города. Шахта тянет медь из горы, а город каждый день тянет людей вверх и вниз. Со временем та же логика, которая создала Сьюэлл, начала работать против него. Промышленность менялась, транспорт менялся, представление о жилье тоже. Держать большой поселок высоко в горах становилось все менее удобно. Людей постепенно переселяли ближе к Ранкагуа, туда, где можно было жить на равнине, ездить на работу и не превращать каждый поход за хлебом в маленький горный маршрут. Сьюэлл не исчез сразу. Такие места редко исчезают одним движением. Сначала пустеют комнаты, потом закрываются привычные службы, потом лестницы остаются без шагов и только фасады продолжают держаться за склон. В конце концов, бывший промышленный город стал памятником, а позже получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Но важно смотреть на него не только как на красивую редкость. Это не открытка про яркие домики в Андах. Это точный след эпохи, когда компания могла построить для рабочих почти всю жизнь целиком. Дом, школу, больницу, клуб, транспорт, магазин. И одновременно эта жизнь была настроена под главную цель – добывать медь там, где гора позволяла добывать, но не позволяла жить легко. Сьюэлл удивляет не тем, что люди поднялись так высоко. Люди поднимаются в горы давно. Он удивляет тем, что тысячи человек сумели сделать повседневности с постоянного подъема. У них был город без обычных улиц, но с настоящими маршрутами, усталостью и привычками. Здесь даже путь домой имел уклон. А дальше в нашем списке будет место, где невозможность выглядела уже не как лестница, а как сама земля под ногами. На полке у входной двери лежит не зонтик и не щетка для обуви, а противогаз. Рядом ключи, фонарик, батарейки. На Миякидзиме это не музейная витрина и не учебная тревога. Это бытовая вещь, которую проверяют перед выходом, как телефон. Удержите эту картину. Влажная японская улица, черный склон над крышами, паром у темного берега. Человек возвращается домой после нескольких лет эвакуации и первым делом спрашивает не про вид из окна. Он спрашивает, какой сегодня ветер и что показывают датчики. Миякидзима лежит в цепи островов Идзу. Формально это Токио, только между ним и небоскребами море и несколько часов пути. Здесь жили рыбаки, школьники, хозяева маленьких гостиниц, фермеры. Вулкан Ояма был частью пейзажа, неудобной, но привычной. Пока однажды дом перестал быть местом, где можно просто открыть окно. В 24 главе мы попадаем на остров, куда люди вернулись не после исчезновения угрозы, а после появления правил жизни с ней. Летом 2000 года все началось не с одного зрелищного удара. Сначала остров трясло. Люди чувствовали толчки, обсуждали трещины и смотрели на Ояму с тем недоверием, когда знакомая гора вдруг ведет себя не по правилам. Потом пришел пепел. Он ложился на дороги и крыши, дождь превращал его в тяжелую грязь. Вершина начала проваливаться, будто у горы вынимали середину. Но главный враг оказался не в лаве, он был невидимым. После извержений кратер продолжал выпускать сернистый газ. Диоксид серы щиплет глаза, дерет горло, бьет по дыханию, а для людей с астмой или больным сердцем опасен особенно быстро. Ветер менялся, и вместе с ним менялась карта риска. Сегодня поселок живет спокойно, завтра тот же воздух становится резким и ядовитым. Осенью жителей вывезли. Не пару улиц у кратера, а весь остров, около 3500 человек. Закрытая дверь, оставленная посуда, лодка в порту. Многие думали, что это на неделе, но у вулканического газа оказался свой календарь. Новости ушли дальше раньше, чем катастрофа ушла из жизни людей. Самое странное началось, когда вокруг уже не было бегущих людей и столбов пепла. Дома стояли, дороги можно было расчистить, порт мог принимать паром. На первый взгляд это почти возвращение к норме. Почти. Сернистый газ не уважает человеческое желание поставить точку. Он выходит из кратера, стелется по склонам, разбавляется ветром, скапливается в низинах и внезапно приходит туда, где минуту назад было спокойно. Поэтому возвращение нельзя было решить одной печатью. Нужна была система.
По острову поставили приборы, которые мерили концентрацию газа. Не по запаху, потому что запах обманывает. Данные уходили в службы, а дальше включались правила. Предупреждение, закрытая дорога, уход в помещение или из опасной зоны, маска на лице. У риска появились пороги, сирены и маршруты. Когда в феврале 2005 года приказ об эвакуации сняли, остров не стал прежним. Людям объясняли, где нельзя жить постоянно, как слушать оповещения, куда идти при тревоге. Врачи отдельно смотрели тех, кому газ особенно опасен. Людей с болезнями легких, сердца, тяжелой астмой. Кому-то возвращения не советовали. Дом стал решением с инструкцией и противогазом у двери. И вот люди сходят с парома не как туристы, нашедшие красивый дикий остров. Они возвращаются к почерневшим склонам, заросшим дворам и домам, где несколько лет никто не ставил чайник. Первые дни похожи не на праздник, а на проверку. Вода, электричество, окна, крыша, плесень. Потом полка у выхода, маска на месте. В обычную жизнь встроили новую привычку. Перед поездкой смотрят сообщения о газе. В машине лежит защита. В школе и в островной администрации знают, что делать при тревоге. Табличка на дороге не украшение, а граница, за которой сегодня, может быть, нельзя дышать без риска. Опасность не ушла в легенду, она получила расписание. Почему же они вернулись добровольно? Потому что безопасность редко бывает единственной мерой жизни. На Миякедзиме оставались могилы, лодки, земля, работа, память о соседях, привычный поворот к своему дому. Для кого-то цена риска была ниже цены изгнания, для кого-то наоборот, и такие люди не вернулись. Миякедзима не стала открыткой про победу над вулканом. Она стала более трудным примером. Можно жить рядом с угрозой, если честно признать ее, измерять каждый день и не притворяться, что дом автоматически означает безопасность. Противогаз у порога говорит проще любого памятника. Мы вернулись, но вулкан тоже остался. А дальше будет место, где невозможной стала уже не жизнь на острове, а сама мысль уйти. У одного из самых странных городских адресов 20 века было все, что обычно держится на земле. Дорога, фонари, остановка, автобус, который идет по маршруту, будто за окном спальный район. Только если опустить взгляд за край эстакады, там не двор и не асфальт. Там серый Каспий, вода под колесами и железо, которое соленый ветер точит каждый день. Так начинались не фантастические декорации, а рабочее утро на нефтяных камнях. В нашем списке это 25-я остановка, и она выглядит как ошибка привычной логики. Нефть нашли не рядом с причалом, а в море, далеко от удобной жизни берега. И простой ответ вроде «поставим буровую и будем возить людей лодками» быстро переставал быть простым. В 1949 году здесь получили первую промышленную нефть с морской скважины. Для своего времени это был почти прыжок в темноту. Каспий не был океаном, но море не обязано быть океаном, чтобы ломать расписание. Бригаде нужны были не только ключи и трубы. Нужны были сон, еда, ремонт, связь, врач и путь до соседней вышки без героического плавания каждый раз. Вот здесь и рождается странная мысль. Если нефть не идет к берегу, берег приходится частично привести к нефти. Первые решения выглядели грубо, зато честно. В дно забивали сваи, на них ставили площадки, а площадки соединяли эстакадами. Это была не красивая набережная над водой. Это были узкие рабочие дороги, по которым шли машины с трубами, цистерны, аварийные бригады и автобус с людьми, у которых смена начиналась не после дороги, а прямо на дороге. Важно понять одну вещь. Ранняя морская добыча жила на логистике. Скважину можно пробурить, но потом ей нужно обслуживание. Насосы требуют деталей, трубы привозят пачками. Буровой раствор, топливо, продукты, пресная вода, спецодежда, почта, больничные койки, запасные болты – все это не появляется из тумана. Если каждый ящик ждать с берега, шторм превращает промысел в очередь. Поэтому нефтяные камни росли как набор связок между техникой и бытом. Там, где сегодня мы ждем вертолетную площадку и компактный модуль, тогда тянули металл над водой. В ранние годы использовали все, что помогало закрепиться. Свайные основания, понтоны, старые суда, как временные причалы и защиту от волны. Не ради легенды. Ради того, чтобы буровая не оставалась одинокой мачтой среди моря, где любая гайка внезапно становится вопросом снабжения. Когда эстакады разошлись в стороны, промысел начал вести себя как город. Не в смысле открыток и парадов, в самом бытовом смысле. Человек выходил из общежития, шел в столовую, садился в автобус, ехал мимо фонарей и ржавых перил, а вокруг вместо пустырей плескалась вода. У дороги не было земли по краям. Ошибка здесь стоила дороже, чем на обычной улице.
Такой быт был не украшением, а частью технологии. Уставший бурильщик ошибается, механик, который не спал после шторма, медленнее замечает течь. Если людей держат вдали от берега неделями, им нужны не только нары и котелок. Нужны душ, тепло, медпункт, место для письма домой, иногда кино или клуб, чтобы смена не превращалась в бесконечный металлический коридор. Но море каждый день напоминало, кто здесь главный проверяющий. Соль разъедала металл. Коррозия не гремит, она просто делает свое тоньше. Шторм бил по настилам, швырял брызги на кабины, срывал привычное расписание. Ночью фонари выхватывали кусок дороги, а дальше все пропадало в серой влаге. И водитель автобуса ехал не по символу прогресса. Он ехал по конструкции, которую надо было постоянно красить, чинить, усиливать и снова проверять. Самый сильный поворот в этой истории в том, что нефтяные камни не были чудом ради чуда. Это был компромисс. Добыча уходила от берега быстрее, чем эпоха умела делать маленькие автономные морские платформы. Значит, рядом с вышками появлялись мастерские, склады, жилье, дороги, столовые и диспетчерские. Почти город, потому что иначе нефть было бы слишком дорого, медленно и опасно доставать. Позже морская добыча стала другой. Появились более мощные суда снабжения, вертолеты, автоматика, новые стандарты безопасности и защиты от коррозии. Современная платформа старается быть компактной машиной, а не районом с автобусным маршрутом. Но нефтяные камни остались напоминанием о ранней цене офшора. Чтобы вынести работу в море, людям пришлось вынести туда часть своей повседневности. И если смотреть на эти ржавые эстакады сегодня, важнее видеть не экзотику, а расчет. Каждый метр дороги отвечал на конкретный страх. Не успеем подвести, не успеем починить, не вывезем человека, потеряем скважину. Город на воде появился не потому, что кто-то захотел жить невероятно. Просто нефть лежала там, где города не бывает, и людям пришлось сделать вид, что бывает. Дальше будет другое невозможное жилье, но здесь море впервые стало улицей. На поверхности Уайт-Клиффс человек мог сдаться быстрее, чем закипал жестяной чайник. Солнце било по белым отвалам, пыль скрипела на зубах, крыша из железа превращалась в сковородку. А рядом, в низком проеме в холме, воздух вдруг был другим. Не роскошным, просто терпимым. Почти домашняя прохлада, без вентилятора, без электричества, без фокуса. Ее держала сама земля. Это место не придумывали для туристических фотографий. В конце XIX века на запад Нового Южного Уэльса пришла опаловая лихорадка, и Уайт-Клиффс стал одним из ранних австралийских опаловых поселков. Люди ехали не за странной архитектурой, они ехали за камнем, который в ладони мог вспыхнуть зеленью, синевой, молочным огнем. Но сначала надо было пережить день. Старатель видел вокруг не город, а россыпь дыр, заявок, колышков и белой породы. Воды мало, денег мало, дерева для нормального дома тоже не разгуляешься. Зато под ногами было то, что он и так копал каждый день. И вот здесь бедность неожиданно стала инженером. Если можешь рыть ход за опалом, можешь вырыть и комнату, где ночью не будешь плавиться от жары. Заявка на опаловом поле начиналась не с мечты, а с разметки. Кусок земли надо было застолбить, удержать, потом проверить руками. Шахта уходила вниз узким стволом, наверх тянули ведро с породой, рядом рос белый холмик отвала. Кирка, лом, лопата, свеча или керосиновая лампа. Никакого романтического блеска, пока камень не покажет цвет. Самое жесткое было даже не копать. Самое жесткое было жить между попытками. Днем жара выгоняла людей из жестяных сараев, ночью холод мог резать по пустынному плато. Воду берегли так, как в другом месте берегли деньги. Ее собирали в баки, привозили, делили, тратили с раздражающей осторожностью. Лишняя стирка уже вопрос, а не привычка. Когда человек весь день расширяет проход в мягкой породе, у него появляется простая мысль. Зачем строить сверху слабый дом, если в стенке холма уже есть прохладная тень? Первые подземные комнаты были не дизайнерским решением. Это была бытовая поправка к плохим условиям. Низкий вход, выровненный пол, ниши вместо шкафов, лампа на стене. С улицы это нора. Внутри это шанс нормально заснуть. Секрет подземного дома был не в чуде, а в медленности. Сверху солнце меняет температуру быстро. Жесть раскаляется, камень обжигает, воздух дрожит. Толстый слой грунта ведет себя иначе. Он не успевает повторять каждый дневной скачок и сглаживает жару, будто тяжелая дверь между человеком и пустыней. Поэтому внутри дагаут-комнаты держалась ровная прохлада, особенно рядом с дневной печью на поверхности. Важно понять одну вещь. Эти люди не бежали под землю из любви к мраку. Они считали выгоду телом, а не чертежом.
Если в комнате можно поставить кровать, сундук, стол и лампу, если стены не сыплются от каждого касания, если вход защищен от худшего солнца, значит это уже жилье. Неровное, пыльное, но рабочее. И вот странный момент. То, что сначала выглядело временной хитростью, начало становиться нормой. В холмах появлялись комнаты, переходы, кладовые, иногда целые домашние куски, вырезанные из породы. Снаружи оставались белые отвалы и низкие двери. Внутри человек снимал шляпу, ставил воду в тень и понимал, что эта темнота не наказание. Это местная версия комфорта. Конечно, подземная жизнь не превращала пустыню в курорт. Пыль все равно лезла в еду, вода все равно диктовала распорядок. Проход надо было делать с умом, проветривать, следить за трещинами, не жадничать с потолком. Но у White Cliffs нашлось редкое преимущество. Поселок копал себе не только заработок, но и убежище от собственного климата. Позже Австралия узнает более знаменитые подземные города, и на их фоне White Cliffs часто остается в стороне. А зря. Здесь хорошо видно, как решение рождается до моды и до красивых буклетов. Человек не спрашивает, можно ли жить в земле. Он выходит из шахты, смотрит на жестяной дом под солнцем, снова смотрит на прохладный ход и делает выбор без громких слов. Так опаловая лихорадка оставила не только ямы и белые холмы. Она оставила способ жить там, где обычная логика велела бы уехать. Подземная комната стала ответом на жару, бедность и отсутствие воды. Некрасивым ответом, зато честным. На поверхности пустыня продолжала давить. Внутри горела лампа, и было прохладно. А дальше нас ждет место, где невозможное жилье появилось уже по совсем другой причине. С берега Мегинго легко принять не за остров, а за пристань, которую забыли разобрать. На камне торчат жестяные крыши, лодки трутся о берег, а между домами остается проход на ширину плеч. Утром человек открывает дверь и сразу видит не улицу, а сеть, мокрую доску и чью-то канистру с водой. Здесь нельзя просто отступить на шаг. Некуда. И все же на этом пятачке есть лавки, жилье, полицейские, сборы, споры и люди, которые возвращаются снова. Вокруг озера Виктория, большое как море, а жить все равно приходится почти внахлёст. Странность в том, что теснота здесь не случайная беда, а цена хорошего места. Медимга лежит у кенийско-угандийской границы, рядом с богатыми рыбацкими водами. Если лодке нужно выйти до рассвета, сдать улов быстро и снова уйти, ближайший камень становится дороже удобного берега. Поэтому остров, который на карте выглядит точкой, на деле работает как маленький узел денег, соли, топлива и ожидания. До этой плотной слободы здесь, по рассказам местных, были камни, птицы и змеи. Рыбаки приходили ненадолго, пережидали погоду, чистили снасти и уходили обратно. Потом озеро изменилось не с берега, а из глубины. Нильский окунь стал главным товаром, тяжелой рыбой для рынков, фабрик и экспорта. Одна удачная ночь могла оплатить топливо, еду и долг за снасти, а неудачная оставляла человека с пустым баком и мокрой сетью. В такой экономике расстояние решает почти все. Не красота острова, не удобство улиц, а минуты до промыслового места и возможность первым принести рыбу с утра. Так на Мегинго начали ставить временные хижины, потом лавки, потом еще крыши, пока временное не стало постоянным. Пространство сжималось. Проход между домами превращался в склад, склад в место для сна, а крыша в площадку для сушки. Инфраструктура росла как попало. Вода в канистрах, электричество от генераторов, еда с лодок, ремонт моторов прямо у берега. Никакой романтики, просто рыба ходила рядом. Но когда рыба стоит денег, за ней быстро приходит власть. Сначала это выглядит буднично. У лодки проверяют документы, у рыбака спрашивают лицензию, за ящик улова берут сбор. Потом человек замечает странную вещь. Один и тот же остров для одних остается кенийским, для других связан с угандийским контролем, а линия границы будто проходит не по карте, а через карман рыбака. В 2000-х спор вокруг Мединго стал заметным именно потому, что речь шла не о красивом флаге над камнем. Речь шла о праве охранять воды, ловить нарушителей, брать налоги и решать, кто выходит на промысел. Кения и Уганда спорили о принадлежности острова и окружающей акватории. Совместные проверки и старые карты чаще указывали, что сам камень находится на кенийской стороне, но напряжение вокруг контроля не исчезало. Для жителей это звучало проще. Сегодня один пост требует плату, завтра другой проверяет мотор, а послезавтра лодка теряет время, пока рыба уходит дальше.
На таком острове граница перестает быть линией, она становится очередью у причала. К вечеру Мединга не становится просторнее. Рыба пахнет сильнее, моторы остывают, над ржавой жестью висит влажный воздух, и каждый свободный метр уже кому-то нужен. Здесь продают чай, чинят сети, делят улов, спорят о цене и пытаются спать там, где за стеной другой человек делает то же самое. Это не город и не деревня, но у него есть свои правила. Место держится на договоренностях, привычке и постоянной готовности уступить полшага. Самая важная деталь в этой истории не размер острова. Важнее то, что вода вокруг создала заработок, а неясная граница добавила к нему риск. Люди остаются, потому что на большом берегу может быть спокойнее, но дальше от денег. Мегинга неудобен, тесен, спорен, временами опасен для тех, кто зависит от чужих решений. И все равно утром лодки снова отходят от камня. Несколько тысяч квадратных метров суши оказываются дороже, чем кажется, если рядом проходит рыба, власть и налоговая тетрадь. Здесь тесно даже границы. А дальше нас ждет другое место, где люди тоже выбрали жить там, где здравый смысл просит отступить. После дождя в Анжу поле выглядит совсем безобидно. Низкая трава, тяжелая серая зелень, мокрая земля липнет к башмакам. И вдруг посреди луга торчит черная печная труба. Не у стены, не на крыше, а прямо из травы. Из нее идет дым, но дома вокруг нет. Вот тут привычная логика ломается. Если труба работает, где печь? Если есть печь, где кухня? А если есть кухня, почему над ней овес и мокрые комья земли? В Рошмении ответ лежал буквально под ногами. Человек сходил с ровного участка на узкую тропу, и поле внезапно проваливалось в открытый двор. Внизу стояли двери, корыто, поленница, следы тележных колес. Это была не яма для хранения картошки. Под землей сидела целая крестьянская ферма. 28-е место в нашем выпуске окажется сказкой только первую минуту. Потом становится понятно, что сказки тут меньше всего. Семья жила не рядом со скалой и не в пещере для красоты. Она вырезала дом из самой породы, потому что камень, земля, ветер и деньги сложились в одну очень жесткую задачу. Важно сначала увидеть не чудо, а работу. В этих местах Анжу под тонким слоем почвы лежал мягкий известковый пласт – фалюн, ракушечный камень, который поддавался кирке куда охотнее, чем твердая скала. Крестьянин снимал землю, углублял двор и начинал вынимать породу блок за блоком. Часть камня шла на хозяйство, часть могла пригодиться для соседних построек, а пустота, которая оставалась после добычи, не пропадала. В нее ставили дверь, потом еще одно. Так карьер становился домом. Это важный поворот. Здесь жилье не строили сверху вниз, как мы привыкли. Его как будто вычитали из земли. Комната появлялась там, где вчера был камень. Стена не требовала кирпича. Крыша уже лежала над головой. Двор мог быть ниже уровня поля, зато вокруг него открывались кухня, кладовая, хлев, место для сена и инструмента. Снаружи участок выглядел почти обычным. Сверху трава, грядка, дорожка, иногда та самая труба. Снизу ежедневная возня. Доить корову, чинить упряжь, растапливать печь, сушить одежду после дождя. И чем беднее хозяйство, тем убедительнее была такая арифметика. Меньше дерева, меньше каменной кладки, меньше борьбы с ветром. Но бесплатного дома не бывает, даже если он вырезан собственными руками. Подземная ферма давала ровную прохладу летом и не отпускала тепло так быстро зимой. Ветер гулял по полям, а в низком беленом помещении было тише. Для крестьянина это не мелочь. Животные часто стояли совсем рядом с людьми, за аркой или за соседней дверью. Так было проще кормить, сторожить и использовать их тепло. Хотя запахи тоже приходили без приглашения. Самая хрупкая часть всей системы пряталась наверху. Печь требовала тяги, значит, через толщу земли пробивали дымоход. Воздуху нужны были ходы, колодцы, щели, иногда маленькие выходы в поле. После сильного дождя двор темнел, камень мокрел, и хозяин уже смотрел не на красоту стен, а на сток воды. Представьте утро. Женщина открывает низкую дверь, а перед ней блестит глинистый двор. В хлеву переступает корова, из трубы нехотя тянется дым, ребенок несет охапку соломы и старается не подскользнуться. В такие минуты подземный дом раскрывал свою цену. Света мало, сухость надо вывоевывать каждый день, воздух нужно вести, как упрямое животное. Вот почему Рошменье лучше не смотреть, как на странную пещеру с печкой. Это был крестьянский расчет, доведенный до формы ландшафта. Мягкий камень позволял копать, земля сверху укрывала. Низкий двор собирал жизнь в одном месте, а сельская экономика подсказывала простое решение. Если нельзя дорого строить, можно добыть жилье из того, что лежит под ногами.
В XIX веке такие фермы еще были частью живого Анжу, с белеными комнатами, черными трубами в траве и серо-зелеными полями после дождя. Позже привычки и возможности менялись. Люди уходили в дома с нормальными окнами, сухими стенами и более понятным воздухом. Часть подземных хозяйств опустела, часть сохранилась как музейная деревня в Лурес-Рошменье, где сегодня можно пройти по двору и внезапно понять масштаб решения. Ни один погреб, ни одна комната для редкости, целая ферма, спрятанная под участком. И главный вопрос здесь не в том, как люди выдерживали такую жизнь. Вопрос жестче. Сколько привычного комфорта мы считаем естественным только потому, что за нас его уже оплатили другие материалы, другие деньги и другие стены. В Рошменье крыша не просто закрывала дом, она была полем. А дальше нас ждет место, где невозможным станет уже не дом под землей, а сама идея безопасного берега. Буханка хлеба в нефтяных камнях была не просто хлебом. Чтобы она оказалась на столе, кто-то должен был выиграть маленький спор с Каспием, дождаться окна между волнами, пришвартовать судно, поднять ящики на скользкий настил и увести их по железной эстакаде, под которой нет земли. Внизу не двор и не подвал, внизу черная вода, сваи и рифы, которые когда-то называли черными камнями. Этот город начался не с площади и даже не с фундамента. Сначала людям пришлось сделать море чуть менее злым. В конце 40-х здесь нашли нефть так далеко от нормального берега, что ездить на смену туда и обратно было почти бессмысленно. Буровая требовала людей рядом – слесаря, бурильщика, электрика, повара, медика. Ночью тоже. И тогда старые корабли стали не транспортом, а стеной. Их топили у рифов, чтобы ломать волну и дать платформам шанс выстоять. По распространенной версии, среди этих железных волнорезов был и старый танкер «Зороастр». Только после этого над водой начали появляться настилы, времянки, первые маршруты. Не город пришел к морю. Море сначала заставили уступить ему место. Важно понять одну вещь. Нефтяные камни строили не потому, что кому-то захотелось красивого рекорда. Нефть лежала под морским дном, а техника того времени не любила дальних прогулок. Скважину надо было бурить, обслуживать, глушить, проверять давление, менять трубы. Если человек нужен через 10 минут, он не может ждать катер с берега до рассвета. Так на мелководье забивали сваи. На них ставили площадки, а площадки связывали эстакадами. Получалась странная улица. Слева труба, справа море, впереди буровая, сзади общежитие. Под колесами грузовика не грунт, а металл, который каждый день ест соль. Коррозия здесь была не словом из отчета, а ржавой кромкой у поручня, болтом, который нельзя оставить на потом. Сабит Аруджев и Юсиф Сафаров связаны с этой ранней Каспийской морской нефтью как люди, которые проталкивали саму идею работы вдали от берега, но решали ее не лозунгами. Решали сваей, краном, сваркой и расписанием судов. Пресная вода приходила отдельно, еда отдельно, запчасти отдельно. Если шторм закрывал море, город сразу вспоминал, что он стоит не на суше. Потом невозможное стало привычным. На эстакадах появились общежития, столовая, мастерские, маленькие комнаты с желтым светом в окнах. Человек мог закончить смену у буровой, пройти по узкому переходу, снять мокрую штормовку и лечь в кровать. Только за стеной шумел не двор, там гудел Каспий. Вот где бытовая деталь становится инженерией. Постель держалась на сваях, чай в стакане зависел от цистерны с пресной водой, утренний хлеб зависел от катера и погоды. Даже дорога до смены была не дорогой в обычном смысле, а длинной металлической полкой над волной. Ее надо было красить, проверять, чинить, закрывать, если море начинало бить слишком высоко. И вот здесь становится неуютно. Нефть, газ, электрика и жилье оказались рядом. Пожар на таком объекте был не просто пожаром. Он мог отрезать переход, остановить насос, загнать людей на край платформы, где за перилами только вода и темнота. В шторм металл стонал, волна била снизу, фонари тонули в тумане, а рабочий на переходе видел перед собой лишь несколько мокрых метров. Город жил, но каждую ночь ему приходилось доказывать, что он не временная пристань. Со временем нефтяные камни обросли километрами эстакад. С берега это могло выглядеть как фантастика. Дороги уходят в море, над водой стоят дома, между ними ползут грузовики, а вокруг торчат буровые вышки. Но изнутри все объяснялось очень просто. Людей оставили там, где без людей останавливалась нефть. Цена была постоянной. Соль съедала металл, штормы проверяли крепления. Списанные корабли, когда-то превращенные в волноломы, сами старели в воде.
Логистика не заканчивалась никогда. Привези воду, увези отходы, доставь врача, подай трубу, верни людей после смены. В нормальном городе эти вещи прячутся в земле и подвалах. Здесь они лежали на виду, между морем и окнами. Поэтому нефтяные камни не стоит воспринимать только как советскую декорацию на воде. Это редкий случай, когда весь быт виден как чертеж. Хлеб, кровать, лампа, дорога до буровой – каждый предмет держался на инженерном решении. И если где-то город вырос из рынка, крепости или переправы, здесь он вырос из скважины. Берег просто перенесли на сваи. А впереди финальная остановка, где люди снова попробуют жить там, где нормальная логика просит уйти. Самое странное здесь в том, что люди не пропали. Их не унесло в открытый океан, за ними не захлопнулась пещера, их место было известно. Черная скала Стак-ан-Армин, торчащая из Атлантики неподалеку от Сент-Килды. В хорошую погоду жители Хирты могли смотреть в ту сторону и понимать, что там, на мокром камне, сидят свои. И все равно добраться до них было почти нельзя. Это 30-е место в нашем выпуске, и оно особенно неуютное, потому что ловушка тут не выглядит как ловушка. На Сент-Килде птичьи скалы были частью обычной работы. Люди выходили к морским башням за мясом, жиром и перьями, как другие выходят на поле или к сетям. Только поле здесь стояло вертикально, шумело крыльями и заканчивалось пеной внизу. В конце лета 1727 года небольшая группа островитян отправилась на Стак-ан-Армин. В местных пересказах число участников называют по-разному. Обычно речь идет о нескольких взрослых и мальчишках. Это не была экспедиция в неизвестность. Лодка высаживает людей, они работают на скале, лодка возвращается. Простая цепочка. Но на маленьком острове простая цепочка держится на слишком малом числе звеньев. Лодку к такой скале не пришвартуешь, как у спокойного пирса. Нужно поймать окно между волной и камнем, передать мешки, веревки, корзины, высадить людей, пока днище не швырнуло обратно. Дальше начинается работа, которая для постороннего похожа на безумие, а для Хирты была ремеслом. Птичники спускались по веревкам к уступам, где гнездились глупыши, алуши и другие морские птицы. Один держит, другой уходит вниз, ногами ищет трещину, рукой прижимается к мокрому базальту. Внизу не земля, а воздух. Ошибка стоит сразу дорого, поэтому здесь важны не смелые рассказы, а привычка, узлы и человек наверху. Птицы давали острову больше, чем ужин. Мясо сушили и солили, жир берегли для еды и света, перья могли идти в обмены в плату за землю. На Сент-Килде это был не экзотический спорт, а часть хозяйства. Отсюда неприятная правда. Опасность стала буднем. Если море сегодня позволяет выйти, выходят. Если веревки целы, лезут. Если лодка обещала вернуться, ей верят, потому что другого расписания у Атлантики нет. Потом в этой понятной схеме исчезает один жест – за людьми не приходят. Сначала это можно объяснить морем. На Сент-Килде погода всегда имеет право отменить человеческий план. День, другой, неделя, и скала уже не рабочее место, а ожидание. На Хирте тем временем пришла оспа. Для большой страны это страшная эпидемия, но для маленькой деревни на краю океана это еще и поломка транспорта. Чтобы снять людей со Стак-ан-Армина, мало знать, где они сидят. Нужны здоровые руки, лодка, прилив, погода и кто-то, кто решится подойти к стене, где волна бьет в камень. Болезнь выбивает гребцов, родственников, тех, кто принимает решения, и расстояние в несколько километров растягивается до зимы. На самой скале у людей не было красивого плана выживания. Было то, что они приехали добывать. Птицы, заготовленное мясо, жир, дождевая вода в каменных впадинах, низкие укрытия из камня. Они могли знать, что деревня где-то там, за серой водой. Но знание не греет и не перевозит. Ночью ветер проходит через одежду, веревки мокнут, а белые птицы кричат так громко, будто скала сама не дает уснуть. Так проходит не ночь и не штормовая неделя. Проходит около 9 месяцев. Это трудно уложить в голове, потому что место рядом. Ни другой материк, ни потерянный корабль, ни легенда о тумане. Просто черная башня в море, на которую привычно ходили за птицей, стала отдельным миром. К весне 1728 года застрявших наконец сняли со скалы. В таких историях обычно ждешь героя, который приплывает в последний миг, но здесь важнее другое. Их спасла не чья-то блестящая операция, а то, что море однажды позволило приблизиться, а на Хирте снова нашлись люди, способные вывести лодку и рискнуть. Они вернулись не к прежней деревне. Оспа уже прошла по домам и оставила пустые места там, где должны были встречать семьи. Стак-ан-Армин запоминается именно этим.
Здесь не было злодея и мистики, была зависимость от птиц, веревок, лодки и погоды, доведенная до предела. Островитяне жили так годами, потому что иначе на Сент-Килде было не прожить. Но одна болезнь оборвала привычный маршрут, и знакомая скала превратилась в тюрьму, которую все могли назвать по имени. Иногда самое недосягаемое место находится у тебя на виду.